Добрый вечер, дорогие сородичи, вернее, доброй ночи. С вами Тип Пати Адвенча, и как и каждую субботу мы играем в настольно-ролевые игры. Однако сегодня наша игра лежит в крайне интересном ключе. Мы играем не за обычных людей, мы играем за тех, кто боится солнечного света. Представьтесь, пожалуйста. Привет, ребят. Меня зовут Денис. Сегодня я играю за персонажа по имени Джонатан Рейл. Всем вечера доброго, мое имя Мари. Сегодня я играю за Элинор. Всем привет, я Таня и играю за Ванессу. Всем привет, меня зовут Лиза и сегодня я играю за Джейн. Играем мы по системе Vampire the Masquerade 5-й редакции, и да начнется игра. Посмотрите на последствия урагана Катрина, которые произошли в Новом Орлеане еще в прошлом году. К сожалению, наш город так и не смог оправиться от этой потери. Район 9 все еще разрушен, и воду убрали лишь несколько месяцев назад. И посмотрите на это. Зрелище не из приятных, не правда ли? Власти США наплевательски относятся к нашему городу и нашим жителям. Я считаю, что мы должны составить петицию и обратиться к президенту Джорджу Бушу, чтобы этого никогда не повторилось. Один ураган за одним. Наше побережье не может больше жить так. Вероятно, это происходит в моем убежище. На самом деле это просто темная, небольшая комната со всякими атрибутами, которые, возможно, покажутся кому-то шарлатанскими, магическими, но мне, в принципе, плевать. Я смотрю на экран телевизора, где идут обычные новости, и вижу там достаточно знакомое по еще прежней жизни лицо. И это навевает у меня очень много воспоминаний. И сначала спокойно, сидя, просто расслабляясь обычной началом ночи, я просто подхожу и выключаю этот телевизор, желая как будто прервать эти воспоминания так, чтобы они больше не всплывали в память. С вами на этом моменте монитор гаснет. Это последняя ночь в Новом Орлеане. Твоя последняя ночь. Да, эта мысль, она не выходит из моей головы
последние пару ночей точно я понимаю, что место, в котором я была, и люди, которые когда-то при жизни были мне близки, они останутся здесь, а мне придется уехать. Я думаю, что это не то, что мне бы хотелось. Джонатан. Джонатан лежит на своей скрипучей кровати, накинув на себя свою привычную куртку. Смотрит на последние лучи солнца, которые уходят в закат. Затем он рывком садится на задницу, свешивает ноги вниз и пытается нащупать в куртке мобильный телефон. Достав старую Nokia, которая давным-давно видала виды, он подносит ее к трубку, пытается что-то нажать несколько раз. При этом грязно ругается в попытках дозвониться. И, наконец, слышит гудки. Гудки прерываются, и голос Джона разносится по квартире. «Райс! Райс, ты меня слышишь?» Да? «Послушай, дружище, возможно, мне придется покинуть город на некоторое время. Собирай всех наших, нужно встретиться. Что случилось, босс? Переговорим при встрече, пока». И я кладу трубку. Я кладу трубку, швыряю телефон обратно в куртку, тяжело встаю, осматриваю, прикрываю жалюзи и смотрю наружу, в окно. Все ли там спокойно? Ты видишь спокойные улочки Нового Орлеана. Где-то вдалеке слышны сирены полиции. Джейн. Джейн просыпается ранней ночью, понимает, что ей осталось в этом городе недолго, и зовет Сэма, человека, который живет и охраняет ее убежище. Я надеюсь, ты слышал, да, последние новости? Я не совсем понял, что там. Это ваши терки какие-то. Ты уходишь, что мы будем делать без тебя? Без понятия, ухожу ли я не знаю, если мне будет возможность разобраться с тем, что происходит, может быть, я и останусь, конечно, но смотри, что нам делать? Если вдруг что-то пойдет не так, все вещи должен собрать и вывести. Куда? Без Ты даже понятия. адреса не сказала. Значит, тебе нужно будет найти. Окей, босс. Как будто первый раз. Я понимаю. Ник тебе поможет, берем. где он вообще? Он сказал, что у него сегодня какая-то встреча. Отлично. В общем, все собирай. Я позвоню ему. И давай так, если я не вернусь к утру, ты все вывозишь. Если я вернусь и дам какие-нибудь знаки, то мы обсудим это еще раз. Окей, босс. И мне нужно навестить кое-кого. Ты помнишь. Тебя сопроводить? Да нет, спасибо. У тебя много дел. Он пожимает плечами. Ванесса. Ванесса, проработав день в мастерской, решила, что надо было уже закругляться. Собрала новые кисти и краски, которые она купила недавно, в красивую коробку и решила прогуляться по городу. Напоследок, проходя мимо дома Евы, она решила понаблюдать в окно за ей. Ты выходишь на Джекил-стрит, которая улицу-галерею, которая тянется от самой Миссисипи до конца этого города, и видишь разные цветные витрины, различные степени галереи, художественные магазины. Ты идешь медленно по ней. Да, я иду, не привлекая внимания, накинув капюшон и приближаюсь к комнате на втором этаже. То есть, через окно она смотрит. Ты заглядываешь во второй этаж, видишь смутную фигуру девушки, которая что-то размашистыми движениями рисует кистью. Понаблюдав за ней какое-то время, полчаса, она решила оставить на другой стороне подоконник, за форточкой, презент. Как только ты собираешься шагнуть на пожарную лестницу, ты чувствуешь на своем плече руку.
И кто это? Оборачиваясь, ты видишь знакомое тебе лицо. Лицо человека, который стал тебе наставником. Это Аларик. Милая, я могу тебя поздравить. Я договорился с нужным человеком. И что вы решили? Не что мы решили, а он решил помочь тебе. Он придворный нашего князя и имеет достаточно большой вес. Он может сделать так, что твоя ночь не закончится сегодня. Ну, это радует, конечно. И что же он предлагает? Я не знаю. Он не сказал мне подробностей, он обратился ко мне лишь для того, чтобы найти тебя. И я тебя нашел. Ну, замечательно. Правда, у меня тут дела. И можно было бы, конечно, договориться о встрече. Я нашел тебя так быстро, как смог. Все, следишь за этой девчонкой? Да. Тебя это вообще не касается. Да. Ты должна до конца этой ночи быть в театре «Океан». Ладно, куда идти? Элизиум, Бурбон-стрит. Бурбон-стрит, 13. Хорошо, я приду. Вас кто-то должен встретить. Ты видишь, как он неслышными шагами на него такой очень приталенный шаг. Он неспешными шагами удаляется по галерее, рассматривая картины и замирает рядом с Андреем. Тем временем Элина. После того, как я выключила телевизор, я понимаю, что, возможно, есть еще один человек, почти человек, которого мне в этом городе все же хотелось бы еще навестить напоследок. И я иду на кладбище. Ты идешь на кладбище, которое расположено с центральным парком. Это кладбище Святого Леопольда. Оно становится все ближе и ближе, тут идти не так далеко, всего полчаса. Ты отодвигаешь скрипучую калитку и заходишь в мрачный такой сквер с кисами, которые расположены везде. Выходи, я знаю, что ты, скорее всего, где-то здесь по темноте шаришься. Ты слышишь усмешку где-то в глубине этого парка. Я И- иду ближе на звук и говорю, но ты же не хочешь, чтобы я ушла, не попрощавшись, так ведь? Ты видишь надгробие, которое шаг за шагом высвечивается на твоем пути. Ты видишь, как на нем выбито имя, и в надгробие вставлена карта, которая мерцает в солнечном свете. Ты читаешь на надгробии Арну Ларуе. Еще раз. Арно Луруе. Старая запись забита, и новая таким будто резным массивом высвечивается. И ты вставлена, видишь, как вставлена карта. Король Пентаклей. В общем-то, ты уже, наверное, знаешь, да, что меня, скорее всего, выгонят сегодня из города. Я договорился, милая. Точнее, один человек обратился ко мне и попросил, чтобы ты сыграла роль. Какую же я должна сыграть роль? Свою. Как мило, и что же мне нужно для этого сделать? Подробностей я не знаю, но у тебя есть все, чтобы найти это место. Ну, ты даже поможешь мне просто так? Скажем так, я задолжал этому человеку одну услугу.
Так что да, в этот раз моя услуга бесплатна. Отлично, меня радует то, что в этот раз мне не придется ничего делать. Наслаждайся. Тоже была рада тебя видеть. Джон, Мгм. Отойдя от окна, Джонатан внимательно достал из-под своей куртки огромный револьвер, на котором выбита надпись «Уильям». Внимательно осмотрел его, прочистив и перезарядив, засунул обратно. После чего спустился вниз и, услышав этот звук, он просто вздрагивает, начинает шариться по карманам, достает телефон, смотрит имя. ты видишь, как сначала номер долго-долго не определяется, будто звонят очень непонятно откуда. И лишь спустя несколько секунд ты видишь Винтер. Мгм. Я нажимаю на зеленую кнопку. Да. Слышал, у тебя проблемы? Есть небольшие. Я нашла нужного человека. Что ему нужно и что он может предложить? Остаться в городе? В обмен? Не знаю. Что значит не знаю? Он придворный князь. Понял. Где встреча? И во сколько? До конца ночи. Театр «Океан». Я тебя услышал. Что с меня для тебя? Я позвоню. Пока ничего. Я не хочу, чтобы тебя выкинули на болото. Логично. Счастливо, Шерон. До скорого. Я кладу трубку, убираю телефон в куртку, сажусь в старый-старый такой пикап, полуразвалившийся, проржавевший во многих местах, и он удаляется в сторону города, навстречу с Райсом. Угу. Джейн? Джейн, немножко обдумав путь, который она пойдет до хосписа, она понимает, что сейчас живет в заброшенном квартале, и, выходя на улицу, осматривает дома и заходит в один из ближайших, ищет там детскую комнату и находит мягкую игрушку. Ты находишь большого такого плюшевого медведя, который сильно одутловат, его явно заливала вода. Она его отряхивает, более-менее приводит в порядок, как она вообще возможно его привести в порядок, и направляется в хоспис Людовика. Угу. Ты подъезжаешь к огромному белому зданию с красным крестом. Видишь, как в парке рядом с хосписом гуляют люди. Вероятно, это ночная прогулка. Ничего нового или удивительного, и я иду в привычную для себя палату. Ты видишь средней комплекции человека с каштановыми волосами. Он сидит на своей кровати и поворачивает твою голову, расплываясь в улыбке. Арчи, привет, как Джейн, у ты тебя опять дела? пришла? Да. Здорово, все здорово. А, У тебя все хорошо? да, прекрасно. У меня тебе подарок. И я достаю вот этого плюшевого медведя, которого нашла. О, спасибо большое. Я же знаю, что тебе нравится это. Да. Я ей подделаю. У него не хватает глаза, надо будет пришить. Надо будет попросить у медсестры иголку. У тебя все хорошо? Да, кормят вкусно. Вчера была интересная прогулка. Мы видели птиц. Представляешь? Да, я помню, ты рассказывал, что нашел друзей тут. Да. Но лучше тебя все равно никого нет. Да, просто, понимаешь, в один из дней может так получиться, что я больше не смогу прийти. Ты видишь, что его лицо грустнеет. Почему? Я попытаюсь сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Поэтому ты можешь пока не расстраиваться. Но если что, у тебя есть новый друг, я указываю на медведя. А как его зовут? Ты ведь дала ему имя? Давай вместе его назовем. Давай. Фредди. Подойдет? Шикарно.
Тебе что-нибудь нужно? Ты знаешь, ты можешь принести мне арахисовое молоко? Оно ведь существует. Да, существует. А здесь не дают? Нет, говорят, что мне нельзя. Но оно уже очень вкусное. А если это будет обычное молоко? Ну, если тебе нельзя. Аллергия. У меня нет аллергии. Ты А же что знаешь. Ты понимаешь, что ты должен слушаться врачей? Не скучные. Да, они скучные, но они помогают тебе жить. Если ты не Я будешь их чувствую слушаться, себя хорошо. если ты не будешь их слушаться, то я точно не смогу прийти. Ты видишь, как мужчина 25 лет снова так осаживается на кровать. Хорошо. Тогда мы просто молоко. Шоколадные шарики. Вот это уже хорошо. С этим я справлюсь. Отлично. И я выхожу из палаты, нахожу какую-нибудь медсестру и прошу принести Арчи молоко и шоколадных шариков. Ты находишь миловидную медсестру, выходишь из госпиталя, как это, Выхожу из гор. и видишь фару в темноте. Тебе кто-то сигналит. Кто-то очень знакомый. Я останавливаюсь, просто усмехаюсь и очень медленной и уверенной походкой направляюсь к этому человеку, потому что я, вероятно, узнаю его силуэт. Да, ты видишь такой высокой комплекции силуэт с абсолютно лысой головой в косухе с цепями. Как делишь? Доброй ночи, Сэм. Добрый, Дженни. Ты ведь слышал? Хорошие новости для тебя. Что? Один чувачок, но, скорее всего, наш дорогой господин Мгм. постарался, но один чувачок ищет тебя среди этих. И что от меня требуется? Без понятия. Мне сказали найти тебя. Почему-то именно тебя. Но я этому только рад, если спросишь моего мнения. Отлично, как другие наши. Половину уже выгнали. Отвратительно. Всех в одно место или кто куда разбрелся? Кто куда разбрелся, основная причина, что нужно покинуть город. К сожалению, это разумно. Поэтому Ладно, что за дело? Предложение. предложение от некого придворного нашего господина князя. И что Я за не суть? знаю. Не знаю, мне сказали ничего. Мне сказали найти тебя, конкретно тебя. Ну, ты нашел, все, что мне делать? А театр Океан. Отвратительно пафосное место, полагаю. Там настолько шумно. Во французском квартале. Никогда туда не сунусь. Окей, спасибо за информацию, если что, дам знать. Надеюсь, все сладится. Но если что, ты же знаешь, что в округе города. Ты же там часто бываешь. Если что, я знаю местечко, которое достаточно безопасно. Никто не должен быть Да, я помню. в оковах. Тем более мы. Но я уверена, что я справлюсь. Надеюсь на это, Дженни. До скоро. Ты видишь, как он надевает свой шлем, опускает стекло и устремляется в ночь. Я Вот. подхожу Мгм. к своему байку, забираюсь на него, также надеваю шлем и еду в указанном направлении. Ванесса. После того, как ей сказали, куда ей направляться, она... Ты
остановилась на пожарной лестнице. Мгм. Ты делаешь первый шаг. Ну, Продолжаешь? Ну, после того, как мы поговорили, то Мгм. есть она решила, что она не спеша прогуляется по улице и дойдет до этого Место. места, да. Вы видите театр. Это французский квартал. Самое шикарное место этого города. Старые дома, театры, галереи, бары, яркие вывески, огни. Все смыкается здесь. Театр «Океан». Древнее здание. Еще французской колонии. Вздымается желто-белым обелиском колонн. Каждый из вас своим путем достигает его. Первым его достигает Лена. Я подхожу к зданию, вероятно, я уже была там. Да, ты видишь Хотя бы один огромное раз. Осматриваюсь в поисках человека, которого я ищу. Это Арно Мгм. Гуруе. Ты видишь лишь у входа в красном жакете стоит консьерж. Мгм. Я смотрю, прохожу мимо, Вы если он меня на- останавливает, Ты видишь, как А. только ты подходишь к нему. Вы на концерт? мне нужно встретиться с одним человеком здесь. Так что да, мне нужно внутрь. Билет, пожалуйста. Билет. А, Хорошо. Где у вас касса? Подскажите, пожалуйста. Осталось совсем немного, я советую вам поторопиться. Да, я думаю, она недалеко, я все еще Ты видишь, как успею. он указывает на большое цветастое окно, залитое светом. Вообще, роясь в своих воспоминаниях, знаю ли я, как попасть в это чудное здание, так что попасть к тому, кому мне нужно? Ты Или я знаешь, ни разу не видела этого человека? ты слышала об этом человеке, ни разу ты его не видел. Мгм. Он обитает где-то в нем. Это является резиденцией князя. Этот театр «Океан». И ты тут была, но входила ты через центральный вход в прошлый раз. Так же, как и выходила. По приглашению. Вместе со своим серым. Хорошо, тогда я просто подхожу к кассе, беру билет, прохожу опять мимо этого консьержа. Ты И- видишь, как он дырявит своим. Да, я вообще не обращаю внимания на его действия. У меня, в принципе, здесь абсолютно другая цель. Я пытаюсь вспомнить старый путь и пойду к тому месту А этого здания, которое мне хоть немного знакомо. ты проходишь внутрь в галерею, слышишь в первую очередь музыку, которая доносится из глубины. Тем временем, Джонтон, ты катишь свой Пикап. пикап в другое место. Да, я подъезжаю, на самом деле, на подземную парковку одного из универмагов, где меня уже ждет примерно 7 человек, во главе которых стоит такой рослый блондин с очень коротко постриженными волосами и голубыми глазами. Он на меня смотрит из-под лобья. Я выхожу наружу. Райс, братаны. Ребята, у меня появились проблемы, и, возможно, мне придется на некоторое время уйти из города. Совсем? Мне совсем. Вы остаетесь... Ты остаешься за главного. Не надо ныть. Я думаю, что это ненадолго. У меня к вам просьба. Даша. Проследите, чтобы в студенческом городке не было никаких проблем. Окей. Если какие-то крысы туда будут совать свои носы, Сломать ноги? сломать нос. Хорошо. Все. До связи. Я на телефоне. Я тебе в зубы дам. Ты слышишь сзади. Я от них отворачиваюсь с такой с грозной рожей.
Вот. И когда я иду обратно к пикапу, на самом деле у меня тоже небольшая улыбка такая появляется в уголке рта. Я залезаю в машину, пытаюсь открыть дверь, она, наверное, открывается раза с третьего причем. Я захлопываю за собой и, обдав группу кучей дыма, я начинаю двигаться. Я достаю снова телефон. Шерри! Шерон! Шерон! Да что ты так орешь? Я освободился, куда мне ехать? Театр «Океан». Кто-то меня встретит? М. Ты помнишь, где ты был, когда ходил к князю? Нет. Прекрасно. Спроси у консьержа, где главный зал. Главный зал, понял, пока. Я кладу трубку, убираю телефон и двигаюсь в ту сторону. Джей. Твой байк останавливается у монумента к театральному искусству. Осматриваю здание, Яркие огни, яркие афиши. смотрю на свет в окнах. Более того, ты слышишь не только свет, ты слышишь музыку, доносящуюся оттуда. Смотрю проходящих людей, приходящих много ли, что вообще здесь сегодня происходит. Ты видишь огромную вывеску, начерченную такой, будто броской рукой. Месье Сфорца дает органный концерт. Я смотрю на ту толпу, которая стоит в очереди на вход. Понимаю, что я не хочу лезть через людей, и понимаю, что все инструменты, все декорации возят с заднего входа. Я ищу ворота на территорию. Ты обходишь здание с другой стороны, и ты видишь небольшие неприметные ворота. Они закрыты на ключ. Это составная решетка, больше похожа на подворотню на самом деле. Но поскольку это в таком глухом месте французского квартала, в который тебе пришлось буквально просачиваться сквозь, машина тут не проедет. Это скорее калитка, чем ворота. Я несколько раз смотрю, дергаю калитку, понимаю, что она не открывается, и просто перепрыгиваю через забор. Ты одним махом оказываешься на той стороне. И захожу в здание с заднего входа, если я вижу дверь. Да, ты видишь дверь. Тогда я без проблем просто открываю дверь и захожу внутрь. И пытаюсь понять по расположению, где могут быть комнаты режиссеров, вот это вот все. То есть не основная зала, а именно для сотрудников. Угу. Тебе нужно подняться. Тут ты попала в закулисье буквально. Тебе нужно подняться вверх до гримерок. Более того, ты вдалеке уже отсюда видишь, как кто-то там тащит реквизит, кто-то спорит о том, какой плохой костюм у него получился. И Джейн проходит мимо вот этих людей, некоторых задевает не обращают плечом. на тебя внимания, одна лишь такая дамочка в платье. Осторожнее! Переживешь. Работникам сюда нельзя. Сами реквизит таскать будете? Хм. На сцену иди. И поднимается наверх. Ты поднимаешься наверх, деревянная лестница скрипит под твоими ногами. Ты идешь по очень старому месту. Все здесь лакированное, драпированное, деревянное, и, вероятно, сохранилось еще с тех веков. Это единственное настолько аутентичное здание в этом городе, но тебе все равно. Леонор. Так. Ты проходишь фойе, видишь большую залу, видишь множество людей, половина из них толпятся в буфет. Мгм. Слышишь музыку, которая доносится откуда-то сверху. Я на самом деле не особо обращаю внимание на собравшихся зрителей и ищу место, где я уже когда-то была.
Ты, опять же, поднимаешься сначала в театральный зал, в ложи, потом сворачиваешь немножко левее. Да, я отхожу в менее людные места, уже где, наверное, более старое здание началось. Да. Более того, ты сворачиваешь к гримеркам, резко поворачиваешь за одну из авансцен и поднимаешься к старому залу, который пользуется лишь для самих театралов. Мгм. Тем временем Ванесса. Я не раз тут была. То есть Ты люди... лично знаешь господина де Сфорца. И я иду через главный вход, обходя всю очередь. Ты видишь, как консьерж аж прихлопывает в ладоши, радостно видит тебя. Мадемуазель, Добрый вечер. а вы почтили наше своим присутствием? Да, мне нужно главный зал. Можно меня проводить туда? Конечно. И она направляется. Ты видишь, как консьерж смотрит, есть ли у тебя что-то, что взять, и понимаешь, что ты пуста, просто кланяется и начинает идти вперед, проводя тебя главной парадной лестницей. Это монументальная, величественная, деревянная конструкция, которая поднимается вверх. На стенах висят гобелены. И она не спеша, поглядывая, появилось ли что-то новенькое, но понимая, что тут уже, наверное, 100 лет ничего не менялось, проходит дальше. Ты поднимаешься сквозь наверх и также проходишь в аван-зал, но через главный вход, через центральный, который там есть. Это большая сводчатая арка с деревянными пилястрами. Поднимаюсь наверх. Джонатан, твой фургончик выглядит дико в квартале Бурбон. Огни ночных клубов заливают твою машину, и ты уже отсюда слышишь эту музыку. Я включаю радио погромче. Ты включаешь радио, ты выкручиваешь на самом деле до максимума и понимаешь, что это эхо, оно незаглушаемо. Вероятно, у меня сломана ручка переключателя громкости. Я торможу свой пикап неподалеку от главного входа, на самом деле. Пытаюсь открыть дверь, выбиваю ее ногой в попытках открыть дверь этого пикапа. Захлапываю за собой и иду в главный вход. Ты идешь в главный вход, видишь консьержа, который смотрит на тебя. Это мужчина, Потом, это женщина женщина. теперь. Сколько ей? А ей она студентка, Мгм. явно какого-то художественного. Она... Зайдя в главный вход, Джонатан Ты видишь, смотрит как по всем она, углам. типа, как Мгм. только ты к ней подходишь. Господин, у вас билет есть? Я перекрывает на самом собой деле... просто. Она ведь не у самого входа стоит, где-то внутри. Да, внутри. Вот, пока я до нее иду, я еще посматриваю в сторону. И когда подхожу к ней, я делаю вид, что я обнимаю. Джонатан Рейл, проверка охраны. Как тебя зовут? Быстро. Финни? Финни, очень приятно. Финни Скотт. Очень приятно, Финни Скотт. Джон, пойдем покажешь мне главный зал. Проверка на харизму плюс запугивание, пожалуйста. Хорошо. Так, у меня один кубик головы же есть теперь. Харизма плюс запугивание. Чек брось сначала. Я кинул. Да, кто не бросил, бросьте чек на голову. Так, 2 успеха. Меньше 6. 0, это очень хорошо. Это очень хорошо. 2 успеха. Да, конечно, я покажу. Надо только оставить здесь кого-нибудь, я махну. Хорошо. Так, ладно, покажи, куда идти, я сам дойду. Вам же нельзя, наверное, через центральный вход, поэтому на авансцену. Это вот на левый коридор, потом через гриморки, там вывеска еще такая, а потом повернуть и там лестница деревянная. Я Ладно, хорошо работаю, я все в просто порядке, прохожу. Финни, все в порядке. Ты молодец. Я хлопаю ее по плечу. Ты видишь, как она И иду мимо. оседает немножечко под твоими хлопками, явно с боязненным видом провожая тебя взглядом. Первый день на работе и такое. И я прохожу по ее маршруту. Вы, каждый из вас, кто-то через кулисы, кто-то через гримерки, кто-то через главную залу, доходите до маленького, скромного зала, на удивление.
Это действительно личный театральный зал. Здесь показывают выступления не для людей. Здесь и есть резиденция местного князя Павлина, который расположился в этом здании. Сейчас здесь его, словно, нет. Вероятно, он на концерте, который дает публика, является своим присутствием местной интеллигенции. Зато вы видите, как одна из дальних дверей открыта, и из нее идет свет, освещая лучом кусок малой сцены зала. Элеонора. Ну, вероятно, все знаки сводятся к одному месту, я иду туда. Ты входишь в маленькую, совсем крошечную комнату. Это явно было когда-то гримеркой, но теперь она немного переоборудована. Окна завешаны тяжелым драпом. Небольшой деревянный стол, на котором красуется современное техническое устройство. Ты видишь серебряным цветом ноутбук, за которым сидит приятного вида мужчина. У него большой такой пушистый свитер, который доходит до самых щек и немножко даже завивается. У него белоснежная кожа, а не аккуратно растрепанные волосы. Доброй ночи. Доброй ночи. Как я понимаю, вы Арна. Вы правильно понимаете, госпожа Эленор, если я не ошибаюсь. Да, Элинор. Эленор Джонс, присаживайтесь, мы ожидаем других наших гостей. А, будет еще кто-то? Да, вы не одна. И что за задание? Я не хочу повторяться, и поэтому попросил бы вас подождать. Элинор тяжело вздыхает, уже предвкушая столь интересное задание. И Ванесса. отходит. Я поднимаюсь в этот зал и прохожу. Ты видишь, как консьерж учтиво кланяется перед самой дверью, открывая ее для тебя. Благодарю. Можешь быть свободен. Спасибо. Рад был вас увидеть, госпожа Ванесса. И удаляется. И она идет. Ты видишь также свет, входишь внутрь и видишь двух человек. Я... На тебя устремляются голубые глаза. Добрый вечер, господин. И немножко так. Доброй ночи, госпожа Ванесса, предлагаю. Да, меня направил Аларик. Да, я знаю. Я просил его, чтобы он подобрал свое чадо, которое может мне помочь. Присаживайтесь. Вы ведь знаете Эленор? Я не знаю, да. Нет, вы знаете друг друга. Мы днем друг друга видели. Ну, я тогда киваю. Ты где садишься? Там как вообще? Ты видишь, что ряд стуликов Мгм. на один, ну, так, обитка бархатом, конечно же, все достаточно благородно. На одном из которых сижу я. На одном из которых сидит огромное кресло прямо перед ним и деревянная табуретка. В самом углу она приставлена, чтобы дверь не закрывалась. Ну, конечно же, она садится на бархатное кресло. Ты садишься в кресло. И какая помощь нужна вам Я бы от нас? попросил, чтобы вы подождали остальных моих гостей, Хорошо. если вам не сложно. Ничуть. Джейн? Джейн проходит по одному из этажей гримерок, просто вот так подряд открывая все двери, видя, что там гримируются актеры. Ты видишь, как и некоторые из них вздрагивают, но видя, что это ты, ну, видя, что это просто вот какой-то человек, они сразу же отворачивают.
И в какой-то момент вспоминает, что она здесь уже была, когда нужно было представляться князю, поднимается на этаж выше и попадает в коридор, где есть дверь, ведущая в зал, в нужную комнату. Ты видишь, как вниз идет консьерж, который на тебя смотрит. Доброй ночи. Помахивает руками и спускается вниз. И проходит туда, заглядывает и осматривается, верно ли она попала в нужное ли помещение. Ты видишь 3 человек. И слышишь звуки пальцев, которые набирают что-то на клавиатуре. Доброй ночи. Джейн Фаррелл. Да. Прекрасно, я рад, что вы посетили эту ночь. Присаживайтесь. Сейчас вас уже 3, должен прийти последний мой гость. Если вы не против, я просил бы вас подождать его. Долго ждать? Надеюсь, что нет. Я осматриваю вот эти вот все бархатные стулья, вижу вот эту табуретку, которая прислоняет дверь, просто беру ее за ножку, ставлю ближе к центру. Ты слышишь, как с хлопком дверь закрывается, и этот человек вздрагивает пугливо достаточно. Ставлю ее не очень громко, так, чтобы он вздрогнул еще один раз. Ты видишь, что его рука рефлекторно опускается куда-то к поясу и надергивает себя. Садится на табуретку, закидывает ногу на ногу и облокачивается на коленки, ожидая. Джонатан идет, на самом деле, по этому очень дорогому месту. От музыки и окружающего лоска у него голова вжалась в плечи, он идет, знаешь, как воробей такой, сжав плечи перед собой. Более того, ты слышишь возмущенные крики актеров, которые захлапывают двери своих гримерок. Но на это я не реагирую. Я иду мимо консьержа, поднимаюсь. Что? И прохожу дальше, на самом деле, даже не давая ему времени ответить. Да, что он просто застыл в изумлении, смотря на тебя. Вот, я поднимаюсь в этот зал, вижу, что все двери закрыты. Там сколько дверей вообще? 4. Ну, смотри, 4, которых ты видишь причем. Я встаю на середину, достаю телефон. Шерон! Шерон! Что тебе нужно? Что? Я пришел, тут никого. Куда дальше? Ты на самом деле, перед тем, как она тебе ответит, вы слышите, в общем-то. Эхо же там хорошее, это же зал. Как кто-то разговаривает в коридоре. И вы видите, как такой очень легкой, грациозной походкой человек со своего места встает и подходит к двери. Ты слышишь, как луч, ты видишь, точнее, как луч света проникает. Вы, вероятно, ко мне, господин Джонатан Рейл. А вы? Чё? Арла. Меня зовут Арла. И ты слышишь просто и гудки. Сейчас запишу. На самом деле я бросаю телефон в куртку, даже забыв его выключить, скорее всего. Да, я к вам. Проходите, пожалуйста. Я захожу внутрь, смотрю на... И видишь еще 3 Да, вижу. человек. Сколько кровососов за последнее время? Я попросил бы не выражаться, милейший сударь. Мискози. Я осматриваю стулья, вижу, что единственная нормальная табуретка уже занята. Там есть окна? Они задрапированы, Я конечно. сажусь на подоконник. Ты отдергиваешь драпировку. Не-не-не, я спиной просто как Ты понимаешь, что ты прислоняешься, там нет подоконника, там доски. Твоя спина чувствует... Ну, я облокачиваюсь. Ну, либо, короче, я сажусь на подоконник, либо я облокачиваюсь. Да, хорошо. Ты облокачиваешься на бархатную ткань. Вы, я думаю, знакомы друг с другом. Мир. Постольку, поскольку. У вас еще будет возможность исправить это.
Меня зовут Арла Лурье. Вы слышите, как он прочищает свое горло? Я извиняюсь, что пригласил вас в столь неблагоприятный для вас час, но у меня для вас предложение. Дело в том, что я один из придворных князя, нашего князя. Занимаюсь техническими, скажем так, и разнообразными вопросами, которые его недуг не позволяет сделать. Арла, друг, что надо? Да-да, я расскажу. Видите ли, у меня есть мечта. Мечта сделать этот город как легендарный Карфаген. Давай Он ты смотрит, нам ожидая хоть сразу какой-то расскажешь, реакции. Видишь, что что ты я на делаю? самом деле хочешь. Я на самом деле этого хочу. А видите ли, наш князь достаточно благородный господин, но у него нет на все времени. От нас-то ты что хочешь? А я веду к этому. В общем, вы же хотите остаться в этом городе? Да, хотим. Я мечтаю, чтобы люди и вампиры жили рука об руку. Я знаю, что у каждого из вас есть смертный, за которым вы наблюдаете. Именно поэтому я пригласил именно вас. Ваше поколение и ваши связи не дают вашей человечности погибнуть. И еще по одной причине, о которой я скажу чуть позже. Может быть, лучше сейчас, чтобы мы сразу знали, чего нам от вас ожидать. Мне необходимо объяснить для этого суть дела. Идем к ней. Я хочу получить задание до того, как меня выгонят из города. Вас не выгонят, если вы дадите свое согласие. Князь, ты не против? Князь разрешил мне. И он в курсе всех деталей. Ты видишь, как он опять кладет руку на свой бок и снова перехватывает ее за запястье. Он в курсе всего. Я выбрал именно вас уже по объявленной мне причине. Допустим. Я думаю, что другие вампиры также могут жить, как и вы, имея связи со смертными. Не просто бездумно, а превращаться к ним, как к тупому стаду. То есть ты хочешь, чтобы все вампиры остались в городе, я так понимаю? Да, но для этого нужно, чтобы люди к нам относились немножко по-другому. Если вы будете помогать мне, я смогу оттягивать ваше изгнание столько, сколько угодно. То есть ты хочешь, чтобы мы стали твоими шестерками? Нет, я не это имел в виду. Тогда скажи, что ты имел в виду. Вы просто будете в свободное время выполнять некоторые мои просьбы, которые будут работать на благо города. Я думал, что это вас заинтересует. Прекрасно, конечно, все это, дорогой друг. Но мы хотели бы конкретно узнать, что от нас требуется. Начнем с того, что я хотел бы сделать в первую очередь. Дело в том, что ураган, этот ужасный кошмар, который пронесся по нашему городу, Сир говорил, что это не к добру. В общем, многие из смертных и сородичей погибли. Да, мы жили в этом городе, и мы все знаем. Да. И появилось ряд проблем, которые я не могу решить сам единолично. Также не может их решить князь, поскольку, как я уже говорил, он человек очень занятой. Что за вы проблемы? хотите? Дело в том, что в одном из не самых благополучных районов нашего города вы, наверное... я не буду спрашивать. Линдворд, Нижний 9 округ. Так, и чё? На Магазин-стрит, там, где рядом
недалеко от Миссисипи. Так вот, с недавнего времени, точнее, с давнего времени, целый год уже там мародерствует банда. Под руководством некоторого гуля. Насколько я узнал, сир этого гуля пропал во время урагана. И эта банда, а вернее ее глава, она называет себя Бритва. Имя я, к сожалению, не смог узнать. Так вот, эта мисс Бритва опасна как для людей. Она не просто мародерствует, она убивает невиновных, разграбляет магазины дочисто и вырезает целые семьи. Беспричинно. Вероятно, ее обуял голод. Но также она опасна и сородичам. Ты предлагаешь нам избавиться от нее? Нет. Вы... Что нам ее да. пожалеть и поговорить с ней? А вы должны уговорить ее или привести ее ко мне, чтобы она... Я не совсем знаю, как будет поступить правильно. Я не хочу, чтобы она прекратила свои действия. Любым методом. Я понимаю. Ты видишь, как он вцепляется буквально в свой бок. Что у тебя на боку? Почему ты постоянно туда руки суешь? Давай выкладывай все. Это подарок от князя. Он связан с нашей задачей? Нет. Хорошо. Бритву убить можно? В крайнем случае. Но я просил бы вас не делать этого. Притащить сюда. Если не получится, убить. Если она... Вы сможете с ней договориться, будет прекрасно. К слову, это вторая причина, по которой я вас позвал именно вас. Говорят, ее господином... Есть подозрение, что ее господином был кто-то из... Кто-то Нас? из нас? Нет, кто-то из вашего рода. Но уверенности никакой нет. Из нашего рода? Это может быть кто угодно. Почему вы вызвали именно нас, а не тех, кто для наших собратьев? Я уже объяснил первую причину. Короче, плевать. Вопрос такой. Я не хочу на тебя работать на постоянке. Мы выполняем эту задачу. Насколько ты продлишь нашу жизнь в этом городе за это? День, месяц, час. Я должен знать. Я думаю, что и дамам будет интересно. Я думал, вам будет близко мое предложение каждому. Конечно, да, мы тоже хотим бла-бла. Просто усовершенствование города, дружба людей и вампиров. Не кажется ли это слишком утопично? Но вы же общаетесь со смертными. У вас у каждого есть тот, кого вы бережете. Но это не И значит, что... Вы видите, как голубые глаза в этот момент становятся очень серьезными, очень глубокими, будто пронзая вас насквозь. Даже не думай ей угрожать. Я не собираюсь. Хорошо. Возможно, у вас есть какие-то скрытые мотивы. Я смотрю на его ответ очень внимательно, пытаясь по мимике лица понять, насколько он может что-то скрывать. Ты видишь лишь холодную маску. Соверши, пожалуйста, проверку. Проницательность. Плюс интеллект. Угу. А не плюс Х. А, ну. Ну так. Один успех. Он говорит чистосердечно. Хорошо, допустим, мы вам поверим. Ваши альтруистичные идеи и мысли. Как я уже и говорил, возможно, я намного ближе к людям, чем вы. Но это не меняет факта. Сделка. Ты предлагаешь сделку. Я могу отсрочить как минимум на неделю. Неделя. И... Меня устраивает. Но я хотел бы, чтобы вы и дальше помогали этому городу. Вы можете это
Я знаю, мистер Рейл, вы... Может быть, мы обговорим все условия после того, как мы Да, останемся конечно. здесь еще на неделю, выполним ваше задание. Хорошо. Нет ли тех, кому будет невыгодно это? Я знаю, что этот район по большинстве... недавно в него только начали возвращаться люди. Допустим, но не придет ли какой-нибудь еще один помощник князя и не скажет ли нам, что мы творим какую-то фигню вообще? Нет, никто не должен вам помешать. Я ручаюсь, что совет старейшин не будет вмешиваться в это дело. А всех остальных вы контролируете? Я никого не контролирую. И как же вы хотите обеспечить безопасность этим людям, которые вы... Слово князя в этом городе закон. А молодые? Вы их всех выгнали? Молодые мы. Похоже, самые молодые. Нет. Первоначально город лишился самых слабых из нас, к сожалению. Но сейчас, вероятно, мы работаем за тех, кто находится на побегушках. Чё? Мы самые слабые в городе, что остались, вероятно. Ага. Поэтому он Один решил из- нас позвать. Нет, я решил вас позвать уже по сказанной мной причине. Да сколько ж можно-то? Мы вас услышали, и мы готовы принять это ваше условие. А что вас так раздражает? Что-то случилось? Возможно, вы хотите выпустить эти эмоции на волю? Короче, ладно. Я согласен, встретимся на улице. И я выхожу. Последнее условие. Я встаю. И либо вы работаете все вместе, либо все вы покидаете город. У вас есть 15 минут на решение. Вы видите, как, вцепившись в свой бок, Ты хочешь сказать, что если хотя бы один из нас откажется? вы уйдете все. Мило. Вероятно, после твоих слов, которые задели его, вскипел. И вы видите, как он встает, закрывает такой свой ноутбук. Вы видите, как его свитер. В тот момент, когда он встает, я пытаюсь разглядеть, что он прячет, пытается схватить в боку. Брось, пожалуйста. На. Интеллект плюс бдительность. Да. Я думаю, А бдительность в колоке ментальной. Подожди, там интеллект. А бдительность Бдительность под это третья ментальной. колонка, Да, в вторая колонке, я говорю, под под образованием. колонкой ментальной. Третий столик, вторая. А, вижу. 0. Без понятия. Ты видишь, что его большой махровый свитер, который где-то ему по бедра скрывает, что бы то ни было полностью. А вы видите, к слову, что на нем такие же шерстяные пушистые брюки, будто ему холодно, и унты. Унты. Обувь? Да, Как она выглядит? Ну, типа обувь, что ли? это Короче, меховые сапоги. меховые огромные. сапоги, действительно. Это выглядит странно, с учетом того, что на улице сейчас довольно тепло. Плюшевый человечек. Мистер Лурье. Я был бы крайне признателен, если бы вы называли меня Арла. Арла. Мне нужен ваш номер телефона. Да, конечно. Ты видишь, как он достает КПК, разворачивает его. Я достаю свой телефон. Сейчас, минуту. И медленно-медленно начинаю заходить в контакты, нажимаю «Добавить». Это занимает определенное время. А вы, наверное, пока думаете, обсуждаете, будете ли вы подчиняться или нет. И...
Слушай, Может быть, я? Я кидаю. Я сохранил. Я убираю обратно. У вас 15 минут. И вы видите, как он так захлопывает дверь за собой. А у нас А, он выстрелил. вышел. Нет, он вышел, а оставил нас. Очень милый молодой человек, не правда ли? Неправда. И я не против, эта банда. Справимся на раз. Да, и вообще думаю, почему они не могли послать кого-нибудь. да Хотя какая не важно. разница? Я хочу остаться в этом городе, поэтому, как минимум, это задание нам стоит выполнить вместе. В любом случае, если что-то пойдет не так, то никогда не поздно покинуть город. Ну, я думаю, у нас выбора особо нет, поэтому мы должны ввязаться в это дело. Но выбор есть всегда, мы можем просто уйти. Ну, меня не устраивает этот выбор. Я останусь в этом городе, даже если мне придется засунуть вас в клетку и выполнить задание самому. Неважно, Ну, зовем это же уже не его и будет, говорим, что согласны. Совместным выполнением задания. Арла! Вы слышите на самом деле такую какую-то переливистую классическую мелодию, которая практически неразличима с фоном. И вы видите, как открывается дверь. Можно было всего лишь сказать. Я был буквально... Может, у вас там выступление? Дорогой друг, мы согласны. Прекрасно. Я рад, правда рад. И последнее. Если даже вам придется убить госпожу Бритву, сделайте это, пожалуйста, чисто и не нарушайте маскарад. Я вас прошу. Да, ваш маскарад, конечно. Я понимаю. Мы все понимаем, я думаю. И я крайне не советую этого делать, правда. Она человек. Ей плохо, она больна. Ей надо помочь. Если нужны жесткие меры, можете связать ее, но она всего лишь запутавшийся человек. Мы постараемся, а как пойдет дело? Сколько у нас времени? 3 ночи. 3 ночи. Плюс неделя после. Если вы выполните, да. Отлично, 10 дней. Идем. Если мы все закончили здесь. Невыносимо тут находиться. Доброго дня. И в этот раз я наконец доворачиваюсь до двери и быстрыми шагами покидаю это место. Надо было, наверное, ему сказать, чтобы мы где-то встретились. Я сказал, что я вас снаружи жду. Что вас так беспокоит? Ничего. Да, вы места себе не находите. Я рад, что вы согласились, правда. Я не надеялся даже в самых своих больших мечтах, что найдется кто-то, кто... Неужто столь сильно растрогались? Да. Но пару минут назад вы были очень рассержены. Настроение меняется. С вами такое часто? Ну, Осколку зеркала раз- приходится тяжело. Даже такому слабому, как я. Осколку зеркала. Что это значит? Меня остановил Сир, один из детей князя. Вы же знаете, кто. Да, мы слышали, наверное, кто такой князь. Ну ничего, так ничего, Джейн встает и очень бодрой походкой выходит тем же путем, что и зашла в это помещение. Я желаю вам удачи, Сарафович. Я перед уходом, перед тем, как развернуться и уйти, говорю ему, что типа, знаете, если что, вам лучше иногда контролировать свое настроение или сообщать нам, а то вдруг ваша концепция построения идеального города вдруг поменяется на что-нибудь другое. Нам бы хотелось знать это заранее. Ты видишь непонимание на его лице. Я как бы не пытаюсь ему растолковать что-то. Он переводит взгляд на единственную оставшуюся в комнате.
что бы ни случилось, мы постараемся вам помочь. Я... А да. на этих грубиянов... Гуманоиды, да. Не обращайте внимания. Я рад, что вы, госпожа Ванесса, тоже согласились. Я много о вас слышал. Но ты видишь, как его проницательные глаза вонзаются. Постарайтесь без своих штучек, пожалуйста. В договоре вроде этого не было, как знать, как знать. Ты видишь, как его рука снова впивается в его бок. Ну, а я, пожалуй, пойду. Выхожу. Ты стоишь на улице. Я подогнал пикап к главному входу, на самом деле, а включил музыку, что-то, знаешь, из тяжелого металла. Открыл дверь и сижу на крыше багажника. Вот, ну, открытый багажник, и я сижу на крыше. В ожидании. Покачивая головой. Я выхожу, также перепрыгиваю забор, выхожу к главному выходу, И видишь, замечаю это. Сразу отправимся, Дождемся остальных, я думаю. а потом сразу отправимся. Куда? Кто эта бритва? Где она водится? Без Хер её знает. понятия. Но нам сказали место. Ну, мы куда-то поедем. Обговорим в дороге. Двинем в ту сторону. Я, проходя через мимо зала, там, чтобы чуть, может быть, чуть послушать музыки, почему бы и нет, раз мы пришли в театр. Прохожу, спускаюсь, выхожу на улицу с тем же путем. Ну что, когда мы приступим? Да прямо сейчас. Дождемся Ванессы и идем. Сколько времени сейчас? ночь еще только началась. Хорошо. Ванесса с таким же темпом, которым она поднималась наверх, спускается вниз. Вы ждете около получаса. Где ее носит? Я думаю, может быть, у кого-то есть связи с тем районом. И я здесь. Мы, конечно... Вы видите, как двери открываются. Я пришла. Мы, конечно, необычные люди, но все еще не слепые. Я очень Ну так что, у кого-то есть связи? Я попробую поговорить. Поехали. Грузитесь. У меня байк. Поеду следом. Ладно. Я сажусь на переднее сиденье, да, чтобы оно было приличнее, наверное, я думаю. Да нет. Чем ехать в багажнике, не знаю. Ты открываешь дверь, она тоже не открывается с первого раза, на самом Я деле. дергаю на себя с таким, типа, ну как бы... Что с него взять, господи, это какой-то вампир. Неотесанный. Я сажусь за руль, смотрю, чтобы Ванесса села куда-нибудь. Она не Ты видишь смотрит. место только в большом кузове этой большой машины. Ну или можешь сесть на коленки. Нет, там 3 места. А, 3 места? Да? Он широкий. Тогда у Нет. меня выбора особо нет, то я сажусь на оставшееся место. Я завожу двигатель, делаю потише музыку, насколько хватает ручки Вы регулировки. видите, что в определенный момент она просто останавливается, не доходя даже половину своего пути. Кто? Ручка. А, ручка. И завожусь, начинаю двигаться. Я какое-то время жду, пока он уедет. Ты слышишь, как тяжелый двигатель медленно разгоняется и лишь с рывком, так, выпуская кучу дыма тебе в лицо, начинает стартовать. Я жду, пока он уедет. Стою просто на месте какое-то время, пытаясь, может быть, проанализировать, что я слышала о бандах. Может быть, они связаны как-то с оружием, либо еще с чем-то, потому что я знаю эту сферу города. Смекалка плюс... интеллект плюс уличное чтение. Да что? Это успех. 1. Нехорошие слухи доходили твоих ребят о какой-то банде. Говорят, что в основном сама по себе банда была просто каких-то простачков, которые любят
порисовать на стенах, побить окна магазинов, повыносить кассы. До того момента, как у них не поменялся глава. Некая женщина пришла и исполосовала их предыдущего главу бритвой. Исполосовала так, что он умер. Давно. Где-то год назад, как только пронесся ураган. Сразу после, когда в городе царила анархия. И после этого банда ожесточилась очень сильно. Они не покупают оружие, ты знаешь об этом. Они пользуются ножами. Подождав какое-то время, Джейн заводит свой байк и догоняет уехавший пикап. Это несложно. Ты видишь, как он белит и чадит во все стороны. И в какой-то момент Джейн просто едет очень медленно, понимает, что ей очень скучно так ехать, обгоняет и дает по газам вперед. От маневра Джейн пикап немножко даже виляет в сторону, хотя ехал он километров 30 в час. Вот. И в это время внутри Джонатан достает телефон свой любимый, нажимает кнопки, опуская руль просто в этот момент. Вы видите, как машина начинает сворачивать в сторону. Я сижу рядом, и я такая, может быть, ты все-таки будешь следить хоть чуть-чуть за дорогой? Да. У нас на двоих 0 вождения. Я беру трубку. В экстренные моменты кидаете. Да. Я беру трубку. Тони! Тони! Камон, чувак, 2 часа ночи, чё тебе надо? Ну не 2, ну... Чувак, Тоня. какого черта? Тони, заткнись. Послушай, мне нужна твоя помощь. Ты видел, сколько на часах вообще? Тони, не трахай Джонатан! мозги. Ну. Ты мне поможешь? Ты мне поможешь. Что тебе надо? Информация, как обычно. Колбы. Я Почему не спишь опять? Тони, ты помнишь, чем я занимаюсь? Джонатан, я не хочу. О, хорошо, фак. Я... Тони, помоги мне, и в следующий раз я возьму твое дело. Хорошо. О, да? Да, Правда? как обещал. Да? Да. В этот раз точно? Да. Ты слышишь, что голос? О! Я слушаю. Короче, проблема есть. Сейчас, подожди. Если Слушай ты ищешь внимательно. телефонный справочник, он в левом углу. Тони, не выпендривайся. Лучше скажи мне, Линдвуд. Что? Линдвуд, слышал о таком? Кто? Загугли. Поищи там у себя. Джонатан, мне кажется, это название района. Говори. Можно, пожалуйста, поаккуратнее? Да, добрый вечер, а вы кто? Вечер добрый, неважно. В смысле Нам неважно? нужно узнать про банду, которая обитает Джон... в Линдворке, в Нижнем округе. Ты слышишь, что какое-то время он тебя совершенно не слушает? Ау, мальчик, Да. Фак. банда. Глава у нее бритва. Всю инфу. Окей. Ты точно с Джонатаном? Он С ним только что всё? С ним зарядил то- мне телефоном в лицо. Тогда ты точно с Джонатаном. Район. Какой район? Линдворк, Нижний округ, 9-й номер Нижний 9. округ. Магазин-стрит. Да, знаю, около Миссисипи, Да, улица да, протяженностью Мне 36. не важно, сколько километров Что протяженность тебе нужно? улицы. Банда, которая там обитает. Про банду ничего. У нее некая... глава бритва. Бритва. Давай, Подожди, поройся в своих подожди. сетях. Ну что ты меня А что ты так тормошишь? нервничаешь? 2 часа ночи! В 2 часа ночи Он опять прилично. ноет. Да. Нет, подожди. Лучше веди машину. Я думаю, я справлюсь с ней. Я его руку на руль кладу и типа... Слушай, давай ты не будешь нервничать. Подожди, и мне просто- нужно... Так намного лучше. Да, слышал я, бритва. Что ты Камон. еще слышал? Нам нужна вся информация.
Роуз Черестон разыскивается в штате Орегона. Оу. Разбойничье нападение, налет, изнасилование. Этот Роуз, кто он? Роуз Черестон. Это женщина? То есть это Фак. та самая девушка. Хорошо, что-то о ней известно, кроме того, что она разыскивается за всякие дела уголовно наказуемые. Да. 2 метра ростом. Возможно, у нее были какие-то Мастер, кандидат спорта по тяжелым. Оу. Смотри, может быть, ты скажешь, например, может, у нее какие-то проблемы были в детстве или какие-то заметки были о ней. Сиротский приют, бла-бла-бла-бла-бла. Приют. Очень интересно. Находилась у психолога, да, находилась у психолога. И Реабилитация. как давно это было? 3 года назад. Да, 3 года назад, потом исчезла. Ну, перестала курс, все счета заблокировала и пропала. А какое у нее было заболевание? Склонность к... Агрессии, насилию? Да, непроизвольная. Скажи ему, чтобы он фотку Райсу переслал. Перешли... Я думаю, ты все сам слышал. Давай поработай. Я не слышу в это дерьмо. Оно ничего не передает, понимаешь? Я слышу только тебя и с эхом, как будто ты говоришь Перешли унитаз. фотографию. Кому? На его кирпич. Райсу пусть перешлет, как обычно. Райсу, как обычно. Ох, фак, да чтоб тебя. Да. ММС-кой скину, у него ж нет интернета. Да, видишь, ты прекрасно. Может, у всё тебя есть знаешь. телефон? Ну, допустим, есть. Дай, скинь мне номер. Или продиктуй. Я... Нет. Он хочет скинуть фотографию. Верь ему больше. Я надеюсь, что это все же будет фотография этой девушки. Я ему диктую свой номер. Слышишь, ты? Ну, я И как он бы кладет трубку. не особо обращаю на это внимание. Райсу телефон передай, пожалуйста. Джонатан. А он бросил трубку, кажется, не захотел с тобой говорить дальше. Да и насрать на него. Инфу дал? Он сказал, что эта девушка 2 метра ростом, владеет какими-то боевыми искусствами, психбольная и жила в приюте. Круто. Фотку сейчас пришлет. Кому? Райсу или тебе? Мне, Замечательно. надеюсь. Элеонор, послушай, Элинор. Райса, Райса тоже. Тони не жрать. Понятно? Не жрать. Тони это он, да? Да. Да Я ладно, не вывести. волнуйся, не нужен мне твой... Кто он тебе там? Ты слышишь? Ты видишь фотку Я открываю свою улыбающегося раскладушку. такого пухлого чувака. И привет. Это он. Я поворачиваюсь. Да, бег бы его не видеть. Я ему Как пишу дела? сообщение в стиле: да, ты, конечно, очень меня поразил своим поступком, но знаешь, все-таки мне нужна фотка не твоя, а девушки, так что сделай это и побыстрее. Мы пойдем на свидание? Я игнорирую это какое-то время, если он не присылает мне фотку, я ему звоню с его... Пришли ее фотографию мне сейчас, или я тебя найду. И чё, меня Джонатан защитит? Я тебя найду. Фак. Ты его Окей. слышал, и я думаю, что он все же способен Скажи, что последовать Джонатан свое слово. козлина. Опять. Сам ему скажешь при Хорошо. встрече. Нет, не буду. Фотку жила. И Да, я я выключаю понял. телефон. Просто закрываю его. 2 часа ночи. Буду? Фотка. Ну что, вот она. Я так отвожу чуть подальше, чтобы все втроем видели. Вы видите наполовину выбритую голову женщины, которая похожа внешне на
то ли мулатку, то ли мулата мексиканца, то ли мулата индуса. У нее такие узкие глаза, но при этом очень широкое лицо. Очень широкое. Наполовину выбрита голова. И вот здесь вот татуировка. А на татуировке Во всю что? башку. На татуировке нарисовано удивительно. Но бабочка. Это какая-то особая бабочка или просто бабочка? Присматриваясь к фотографии на не самого хорошего качества, поскольку Ну да, понятно. Но ты все равно видишь издалека видно. мертвую голову. Это бабочка, мертвая голова. Я могу, пока пошившись в памяти, понять, относится ли это к какому-либо, может быть, культурному течению, Интеллект или плюс оккультизм. субкультуре, или вот чему-то подобному. Если я тебя правильно понял. Да, ты меня правильно понял. Тем временем, Ванесса, ты слышала все это действие. А единички? Я просто продолжаю следовать. Я как бы делаю вывод, что с ней будет общаться не очень приятно. Но с этим она уже смирилась, поэтому просто ждет. Джейн. Джейн едет на расстоянии таком, чтобы не выпускать из вида автомобиль Джонатана. Как на тебе? И если он отклоняется куда-нибудь от намеченного пути, то она тормозит, пытаясь выяснить, что происходит. На самом деле, как только появилась фотография на телефоне, Джонатан поворачивается к Ванессе Ну и стрёмная, не так ли? Рожа. и 2 раза коротко посигналив, тормозит машину. Я замечаю мгновенно сигнал и разворачиваю байк и подъезжаю к остальным. Что случилось? Смотри, какая страшная. Ты видишь пиксельное изображение. Прекрасно. Это она? Это она, Да. наверное. И, вероятно, банда у нее примерно такая же? Будем надеяться, что нет. Она 2 метра роста, владеет какими-то боевыми искусствами, имеет психическое заболевание из-за того, что она слишком любит насилие и вот подобные вещи. То есть лечилась где-то? Да, она потом сбежала. А еще росла в приюте, если это играет большую роль. Ты понимаешь, что есть некий культ Мгм. среди, причем коренного населения Америки. Мгм. Бабочка — это знак перерождения. Мгм. У Это них- именно, это мертвая голова, Да, она я поняла. значит, что смерть дарует перерождение, как бабочка вылезает из куколки, так и эти люди вылезают из своих рамок, Мгм. чтобы постигнуть что-то. А у них в практике используется ультранасилие или Да. они достаточно... То есть, типа очищение через кровь. Да, это очищение через ярость и кровь. А именно так можно спастись. По их мнению, скоро, у тебя ведь 2 успеха, скоро настанет конец света. И весь этот мир погибнет в огне. И лишь выпуская огонь в себе, можно его отвратить. Мгм. А еще вот смотрю я на эту татуировку и понимаю, что, возможно, она еще не только на насилии помешана, но и на всяких очень интересных вещах. Например, грядущий конец света, перерождение через кровь и подобные вещи. Да поехавшая есть поехавшая. Ну, мало ли, может быть, вам это Каков план? даст какую-то зацепку. Я думаю, надо сначала поговорить с ней. Я думаю, вы двое можете с ней найти общий язык. Даже если мы можем найти с ней общий язык, вторгаться в ее пространство не лучшая идея. А кто заставляет вторгаться, мы можем. Позвонить ей? Ну, не позвонить, скорее всего, есть у нее какие-то свои люди. Поговорить с ними, встретиться.
Я думаю, сначала было бы неплохо просто последить, понять, возможно, у нее там 20 таких же накачанных телохранителей, которых мы никогда в жизни не обойдем. Хотя, в жизни. Хотя бы узнать, что нас ждет. Потому Нет. что особо, кроме внешности, мы так ничего не узнаем. Я-то хотел прострелить ей руки, ноги и притащить Карла. Мужик, ты чё встал? Ты понимаешь, что встал на середине дороги? Дерьмо. Может, Я хотя бы на отъезжаю. обочину. Прости. Я отъезжаю. Доброй ночи! Я-то предлагаю и ноги, и руки отстрелить и Карла привести. А поговорить сначала не хочешь? Поговорим, пока будем вести. Минусы в том, что, проявляя агрессию, все ее окружение скатится на то же. По-моему, оно уже скатилось. Да, но, возможно, у нас еще есть шанс ее как-то переубедить, пойти с нами мирным путем. Ладно, удачи. Может, мы все-таки попробуем выяснить, что у нее было за психическое заболевание? Не знаю, твой друг нашел только то, что я вам сказал. Она сбежала из больницы, хотя Ну, в больнице, поначалу... вероятно, есть запись. Возможно, если хотите, можем съездить туда и проверить. Болезни разные, мало ли она вырубается. Ладно, хорошо, может, найдем ее какую-то уязвимую черту. Поехали. Ты за рулем. Кто-нибудь водить еще умеет? Твой пикап ты води. И я завожу пикап, захлапываю дверь Поехали, чё? и начинаю трогаться. Ну, мы двигаемся колонной. И я еще выглядываю в окно. Джейн, веди. Я не знаю, где тоже психушка. Наша психушка. Отлично. Еще все психушка наша. И Джейн едет вперед. Ты едешь к хоспису, как я понимаю. Ну, я же знаю, где именно психбольница. Да, хорошо. Хорошо. Психбольница находится недалеко от парка Лафайет, известного тебе. Мгм. Небольшой желтый дом на пригорочке рядом с кладбищем. Отличное место для психически больных. Это недалеко отсюда, к счастью для тебя. И вы, гуляя по улицам этого города, скоро останавливаетесь. Это похоже больше на особняк, чем на психушку. Симпатичное местечко. У кого-нибудь есть там связи? У меня нет, пойдем и спросим, что за девушка. Просто, возможно, вряд ли нам сразу же дадут ее личное дело, если мы приходимся примерно никем. Ну, если мы попробуем убедить их в том, что она вырезает весь город, думаю, они будут заинтересованы в этом. Я думаю, людям особо незачем это знать. Ну, они могут попытаться ее поймать, она же сбежала от них. Действуем по обстоятельствам. И Джонатан захлапывает пикап, движется вперед. Ты видишь забор, высокий забор из чугунных витых колец. Я Звонок. открываю. Он не открывается, да? Ночь же на дворе. Звоним или полезем? Сначала позвоним, потом полезем. И я звоню. Ту-ту-дум. Доброй ночи, дежурный врач больницы. Нам необходимо срочно получить информацию об одном из пациентов. Сбежавших пациентов. Вы кто, в общем-то? Те, кто этих пациентов должны отлавливать. Охрана. Чего? Города. Открывай давай. Уходите, или я вызову полицию. Тише, тише, тише. Мы тут совсем немножко по делам. Я думаю,
не будет никаких трудностей нас спустить и потом выпустить. А Ну, тихо. с чего я должна это делать? Вас сбежала одна пациентка где-то 3 года назад. Ее звали Роуз. Вы слышите? Роуз Черестон. Манипулирование плюс убеждение, пожалуйста. Или ты откроешь, или завтра это будет достоянием Мгм. общественности. Тихо, Джон. Нам же не нужны проблемы. Нам нет. Еще 3. Ну, это как бы... Ой, там 6. Нормально. 6? 6 успехов. О, чувствую, я об этом пожалею. Входите. Я открываю дверь и жду, когда девушка Ты выйдет. видишь, как магнитный замок отпускает, и вы входите в зеленый парк, затененный лишь аллеей. А мы уходим на перерыв. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Окей. Вы открываете дверь и видите заспанное лицо женщины в халате. У нее из кармана торчит ручка. Доброй ночи. Еще раз. А теперь толком объясните, кто вы такие и что нам нужно в нашей больнице. Нам нужна информация Это я о уже слышал. Роуз Черестон. Мы знаем, что она сбежала из вашей лечебницы, и мы хотим ее поймать. А вы от городских властей, вы частные детективы, кто вы такие? Да, Что да? все, да. Мы частные детективы от городских властей. Важно то, что от вас сбежал бешеный псих. Который теперь перерезал кучу людей. Что? Ничего. Наша задача ее поймать. Что за заболевание конкретнее было у мисс Роуз? Подождите. У вас... Ты видишь, как она осматривает каждого из вас, начиная с Джейн. Крайне интересная компания. Вы, так я понимаю, главный офицер? Да? Да. Ваш жетон? Какой жетон? Посмотри, сколько времени. Ты думаешь, что я сейчас работаю и... Короче, меня поручил глава в личной просьбе. Я работаю неофициально. Вы заявляли о том, что у вас сбежала пациентка? Да. И никаких вообще движений Дело в в том, эту сторону? что она не совсем бежала, она находилась на дневном лечении, ей становилось лучше. Все лучше и лучше. Мы выписали ее, и она находилась на дневном лечении, получала лишь лекарства и объявлялась к доктору. И в какой-то момент перестала это делать? Да. А потом произошел ураган, и как бы властям стало не до этого. Болезнь какая? Маниакально-депрессивный психоз в обостренной стадии, социофобия и социопатия. Она не должна набрасываться на людей. У нее лишь были вспышки агрессии. Немотивированные и непроизвольные. Вы не знаете, возможно, она могла найти плохую компанию. Мы думали, что она или уехала из города, или что-то подобное. Она работала раньше в порту грузчиком и подрабатывала строителем. Ничего. Я могу передать вам личное дело, если вам нужно. Да, пожалуйста. Там не так много, но это... Надеюсь... Надеюсь, это вам поможет. Подождите пару минут. Безусловно. Мы вернем его, как закончим. Да, было бы очень мило. И вы видите, как она прикрывает дверь, не зная, впустить вас внутрь, и в последний момент все-таки решает закрыть, оставляя вас снаружи. Мы ждем ее возвращения. И внимательно следим, мало ли к нам заявятся какие-нибудь гости в погонах. Так. Все, что я смогла найти. Ну, вы видите тонкую папку, на самом деле. Странно, но части записи будто не хватает. У вас кто-то был? Возможно. Это все, что есть. Тот врач, который вел дело, он еще работает? Да, но сейчас я дежурная. До утра не смогу узнать. Что ж, думаю, это нам пригодится и поедем. Все, что есть, отлично. Я беру книгу, передаю ее дальше кому-нибудь. Доброй ночи. Ну, разворачиваюсь и иду в сторону пикапа. Я сажусь в пикап
когда его откроет наш любезный господин. Опять забираюсь на свое место, открываю эти папки, перелистываю страницы, пытаюсь уцепиться взглядом за что-нибудь. Ты листаешь папки, натыкаясь на сначала показатели ЭКГ, ее физическое состояние. Я скорее смотрю на какие-то заметки психолога, какие вещи ее триггерили, не знаю. Ты видишь несколько рисунков, выполненных в крайне специфичной манере. Они похожи на рисунки углем. Ты мало разбираешься в искусстве, но от того, что хватает, твоя штука, это крайне необычно. Здесь какие-то рисунки. Причем, по твоему мнению, сделано хорошо. Может быть, кто-нибудь глянет, например. Горы, солнце, всякие разные элементы. Дай-ка взглянуть. Я смотрю на работу. Можно там понять вообще, как по настроению? Ну, в общем, я хочу анализировать работу. Конечно, это интеллект плюс исполнение. Тем временем ты листаешь дальше и видишь записки психиатра. Там написаны диалоги. Ты видишь, что ее крайне беспокоили сны. Ей снилось то, как она тонет, то, как она захлебывается и не может вздохнуть. Ее, в принципе, беспокоили панические атаки при этом. Удивительно, при ее очень редком психозе. Вот. Более того, ты замечаешь несколько выписанных и выделенных слов, которые обведены в кружочек. Вот. Удивительно, но среди этих слов есть очень странные инки. Вот. Остальные в основном относятся к отрубленным головам и всякому такому. Ну, ее триггерит в первую очередь высказывание о подобных вещах. Высказывание о смерти, о жестокости. Да, жестокость. Будто в ее мозгу что-то начинает это воспроизводить. А есть какие-то вещи, которые, наоборот, могут ее привести в... Чувство, да. Да. Ты замечаешь, что, если говорить о мире и любви... что-то около того. Достаточно незамысловатые заметки. Но не мире и любви, скорее, ты видишь о свободе, о спокойствии, о гармонии. В таком ключе. Не о взаимопонимании и дружбе, именно о балансе каком-то. Вот. Единственное слово, которое из этого плеяда выбирается, я уже тебе сказал. 3. Ванесса, 3 успеха. Ты видишь, что нарисовано действительно углем. Это гратаж. Область внутри закрашена. Выполнена крайне эффектно. Твои познания понимают, что в принципе это... Ее явно кто-то учил. Это явно не работа профана. А знакомая рука там... Ты не можешь сказать наверняка, что рука вот тебе знакома, но ты встречала в одной галерее живопись подобного стиля, скажем так. Живопись, которая привлекла твое внимание. Значит, ничего не сказала. Вот. К слову, о вообще личности, которая привлекла твое внимание, это была некая Элизабет Морриган. Это были картины некой Элизабет Морриган. Вот. Я слышала о ней. Да, ты слышала о ней. Так, краем уха. Я смотрю, она рисует. Так необычно. Хочешь посмотреть? Без понятия, что это. Не интересует. Тогда бери к себе, пожалуйста, машину. Я беру документы, смотрю на имя. Я хочу ее сожрать.
и кладу документы в... Поумерь по карту свой пыл. А еще при разговоре, если вы начнете упоминать что-то связанное с агрессией, она будет агрессировать. Если будете говорить о чем-то мирном, то, возможно, она не будет вас бить или ядрушки. Спасибо за информацию. Я думаю, тогда лучше тебе будет помолчать. Джейн просто разворачивается и идет к байку. Ладно, ладно. И Джонатан залезает в пикап, захлапывает дверь и снимает с предохранителя револьвер. Садясь в машину, я говорю, если ты так будешь стучать громко дверьми, то, боюсь, нас услышат уже отсюда. Мы хотим, возможно, пройти скрытно. Скрытно мы можем пройти только пешком. А что, ног у нас нету? Что? Что? Мы можем оставить машину где-нибудь у района и пройтись. Да, пешком. так и сделаем определенно. Чего вы там копаетесь? Все нормально. Едь, показывай маршрут. И я газую и направляюсь в сторону того квартала, не заезжая внутрь. Мгм. Ты скользишь по дуге Миссисипи, слыша, как речной бриз окутывает твое тело. Морозно? Мы подъезжаем, да, наверное, следом через некоторое время. Улицы меняются, резко меняются с того шика и блеска, на котором мы были. Вместо него предстают бетонные коробки. Это все еще небольшие домишки, но выполнены они крайне грубо. Кроме того, их разряжают здания, которые имеют уже 2-3 этажа. И это уже совсем коробки, которые один похож на другую. Я торможу Дешёв- где-нибудь Мгм. около этого района, в Ты видишь подворотне. дешевую наверное. забегаловку? Можно припарковаться на стоянке в нее. Отлично. Да, я подъезжаю туда, останавливаю байк и жду, пока приедут остальные. Ты слышишь, как в грохот в переулок въезжает. Как только они подъезжают, я слезаю с байка, подхожу к его пикапу. Предлагаю оставить транспорт здесь и пойти пешком. Да, отличная идея, так и поступим. Будьте готовы, это место не самое благополучное. Особенно для таких особ, как ты, Ванесса. Да, надо себя защитить. Я достаю так револьвер. Так. Я не знаю, что с револьвером. Заряжаю Ты револьвер. заряжаешь его. И кладу его куда-нибудь поближе, чтобы, если что, можно было. Я, Ты видишь это. то как только вижу оружие, понимаю, что оно, наверное, не прям вот такое шикарное. Наверное, сгодится. Я не вытаскиваю. Я все же надеюсь, что до этого не дойдет. И прячу, не знаю, под... Ну, Мгм. куда-нибудь под где. Ты прячешь за пояс. Ванесса, чтобы ее не узнавали на улице. Ну так, не хочет она в таких районах светиться, поэтому она накидывает капюшон просто. Ты-то себя сможешь защитить? Да. Мы все-таки необычные люди. Но если их будет много, тебе это не сильно поможет. Посмотрим. Вы-то тут для чего? Отлично, просто пойдемте. Будем надеяться, что выживем. Вы выходите на эту улицу, и уровень жизни виднеется тут везде. У этой забегаловки, заглядывая в подворотню, собралась группа бомжей, которая, как только Джонатан выходит оттуда с лицом. Да, я на самом деле недружелюбно пялюсь на всех, кто бросает на нас взгляды. Они не хотят познакомиться с тобой ближе и разбегаются. Вы слышите где-то вдалеке музыку. Это темный такой джаз, который доносится откуда-то из окон крайне паскудного качества. Музыка расстроена, откуда-то с другой стороны долбит музыка клубу, заглушая все это. Какой-то дикий андеграунд.
Машины толкаются, много-много совершенно людей, афроамериканцы, мексиканцы. Это настолько пестрая толпа, которая не стесняется просто ничего. Машины останавливаются, у них на крышах танцуют девушки. Неплохо. Не самый благополучный, но и довольно веселый район. У нас тут все же задание, повеселимся, думаю, потом. Это, к слову, начало этой улицы. И проходя в ее глубь, вы видите, что вот эта вот яркая картинка будто потихоньку выцветает, чем дальше вы заходите внутрь. И витрины забегаловок становятся все реже, здание становится будто бы пустее. Видите, складовые такие заброшенные доки, серые коробки. И все это веселье исчезает. Остаются лишь витрины мини-маркет. И где-то вдалеке до вас доносится звук погрома. Что-то мне подсказывает, что нам туда. Да, Будто кто-то бьет витрину магазина. хотя может это Райс. Ладно, посмотрим. Идем? Я на самом деле иду позади всех, чтобы не светиться перед теми, кто находится там, и поглядываю, чтобы за нами никто не шел, в том числе. Вы видите одинокий переулок, который сворачивает от Миссисипи в бок. Звук толпы улиц где-то остается позади. И зато вы слышите крики и звук разбивающегося стекла. Группа людей из 7 человек выносит мини-маркет. Причем не просто выносит, вы видите, что они роняют внутри все стойки, сбрасывают все на пол, все, что не забрали. Они устраивают вот прям такой очень жесткий беспорядок, анархию. Более того, на двери висит сигнализация, которая будто сжата вот так вот рукой. Внутри магазина нет хозяина. Также вы не видите этой женщины. К слову, это в основном эти люди мексиканцы. Они выглядят совершенно безобразно в каких-то размахаистых толстовках, в джинсах. У них у всех, у каждого либо цепь на боку, либо биты, либо что-нибудь такое. Этот клоун. Один из них бьет клоуна в витрине. Веселая здесь компания. Какое свинство. Они абсолютно не обращают внимания на вас, пока вы не подходите. На самом деле, я подхожу на какое-то расстояние и встаю задумчиво на них, их рассматривая. Что, с этими тоже договариваемся? Я бы вообще не хотела иметь с ними какое-либо дело. Нам Наши? нужны не они, а девушка. Я не вижу здесь девушки. Начнут орать они, придет она. Ну, тогда давайте их обойдем. В голове у Джонатана так вот механизмы как-то скручиваются, пытаясь понять, как это связано. И вы замечаете на толстовке у одного из них знакомый вам символ. Бабочка. Это мертвая голова. Я не хочу с ними сейчас общаться, но, видимо, другого выхода у нас нет. Слышь, пана, Ты видишь, как они Отлично. замирают. Ну, ты Ближайший к почему тебе не поворачивается. знаешь, если приятно будет? главное где? Проблемы какие-то? Все Главное, разбили-то. Где? Не все еще, что надо? Нам нужна бритва. Ты видишь, как они выходят из мини-маркета, и вглубь куда-то этих зданий идет переулок, Мгм. а они встают перед ним. Занята. Развлекается. Проблема? Нет, мы просто можем ее подождать. Без проблем. Ждите. Где развлекается? Чё, какое дело? Тоже стекла бьет, как и вы.
Чем хотим, тем и занимаемся. Какие-то проблемы? Вообще никаких. Ну вот и все. Предлагаю просто пойти по адресу и подняться наверх. Пойдемте. Что? Проблем? Вам лет сколько? Нам Чё, опять охренел, ничего не что ли? нужно. Давайте просто уйдем. Зачем нам обращать внимание на них? Господи. Вы слышите крик где-то в глубине этой бетонной коробки. То есть тот адрес, который мы найдем. Вы видите, как один из этих так подружески бьет второго. Теперь проходить. И Джейн просто проходит мимо этих парней, расталкивая их немножко плечами и поднимается наверх. Ты поднимаешься по переулку вверх и видишь, как твой путь перегораживает опрокинутая железная бочка. Это подворотня, откуда-то несет мусором, свалкой. Высокие серые стены. Джейн просто с легкостью перепрыгивает эту бочку. Ты и перепрыгиваешь движется дальше. одну, видишь вторую, третью, они просто навалены друг на друга. В Будто какой-то кто-то... момент Джейн просто начинает идти по этим бочкам. Мгм. Вы слышите грохот, который разносится по всему этому переулку, откуда-то впереди. Ты чуешь кровь. Она начинает медленно заполнять твое сознание, будто ее запах идет откуда-то спереди. Ее очень много. Остальные. Эленор, смотря на то, как Джейн шла прямо по этой горе Ты из видишь, что да. бочек, она присматривается, такая, а может быть здесь есть где-нибудь обходной путь, вряд ли они так лазают каждый раз. Это узкий переулок. Вот, я хочу внимательно как Мгм. бы рассмотреть. Бдительность плюс Что там? интеллект. Элина? Кидай. Подожди. Я, видя, что Джейн прошла вперед, осторожно иду вперед тоже. Ты перелезаешь через них. Это не- Удивительно ловко на самом деле. Вы видите, что с необыкновенной грацией она совершенно спокойно, как кошка, забирается наверх, повторяя буквально твои шаги. Что стоите? Да, иду. Я на самом деле иду и без труда прыгая с бочки на бочку, залезаю наверх. Они повалены. Ну. Они стояли и повалены. Ты видишь, что под твоими ногами они проминаются, в отличие от шагов. И так Да. делаешь еще больше шагов. Один успех. Ты видишь пожарную лестницу, которая ведет, ну, по которой можно Я, наверное, подняться сейчас и вижу, пройти. как прошелся Джонатан и подмял под собой ровную тропинку, по которой идти достаточно просто. Я Ну да. просто иду по ней. Ты не толстый, мускулистый. Джейн, ты видишь кровь. Она разлита здесь большой глубокой лужей по брусчатке, по асфальту. Ей заляпаны стены. Перед тобой с раскрытым ртом и разрубленным лицом, из которого сочится кровь, сидит Роуз Бритва. Ее тело будто исполосовано когтями. Ты видишь, что вся ее плоть будто изодрана. Вместе шеи, лица, носа, уха. Где только замечает твой взгляд, ты видишь, одежда на ней также вспорота. На боках следы глубоких укусов, будто кто-то вырывал ее плоть. Я смотрю на нее и пытаюсь понять, жива ли она еще в таком состоянии. Люди не живут в таком состоянии.
ты слышишь всхлипы, которые доносятся чуть дальше в глубине этого переулка. Но чувство голода начинает затмевать твой разум. Брось, пожалуйста, на самоконтроль. Так, Что нужно кидать? самообладание Да, и все. да, Заменяется? да, все. Все заменяются. Чего? Окей. Все как кубики голода? Не-не-не-не-не-не. В смысле все проверки. Когда напугал игрока. Так, это 1 успех. Ты держишь себя в руках пока что. Ты следующая. Ты видишь перед собой немного иную картину. Твои глаза видят, будто кто-то рисовал здесь. Ты видишь на стенах мазки, будто бы краски. Но это не краска. Ты видишь следы крови, и ей... Это не просто брызги для тебя, ты понимаешь. Твоя натура начинает ощущать, что это намного больше. Кто-то вложил в это свою душу. Брось, пожалуйста, на самоконтроль. Я прошла. Ну, одна. Ты на секунду замираешь, чувствуя, как кровь кипит в твоих жилах. И можешь оторвать взгляд после того, как налюбовалась. Ванесса Что ты думаешь? хочет... Ну, она подходит к этим мазкам и проводит рукой. Проводишь по ним рукой, ты чувствуешь шершавую бетонную стену. И я, не обращая внимания на тело, пытаюсь пройти вперед дальше. Ты делаешь шаг, один, второй, и видишь, как в углу этой подворотни, просто на боку, вот так вот, с распортой отсюда до самой ноги раны, рваной, такой кривой, лежит толстая женщина. У нее черная кожа, которую ты видишь на лице и на руке. Она еле всхлипывает. Она человек? Она Не может быть. человек, кажется. Ты видишь, ты подходишь ближе. Ну да. Ты чувствуешь также запах крови, который бьет тебе сильно в нос. Ты видишь, что хоть нижняя часть ее тела, она вот просто будто полосой проведена, и она теряет очень много крови, которая вся находится в ее теле. Ее верхнее лицо, ее рука, которая она закрывает лицо, она маленькими такими росчерками, будто тонкого лезвия. То есть непонятно, кто она. Не хотите подойти? Тем временем, Элеонора, ты... Наверное, Эленор, наш друг ты идет видишь первым. спину Джонатана, который оказывается там первый. Слушай, выкрутился. Что я вижу? То же самое? А ты видишь, как только Джейн замерла на мгновение, будто вот в таком... А ты тоже видно. У меня единичка на голос. Самообладание кидай. Это воздействие на меня или нет? Это твой голос. но Нет, это не воздействие. Да, хорошо. Это 2 успеха. Мгм. Ты практически не обращаешь на него внимания. Да, я вижу, что эта женщина оказалась слабой, и мне абсолютно не интересуют такие личности. Я даже, наверное, видя, что она мертва, я ее рукой спихиваю со стула. Бритва. Ты Да, говорил, на стуле. она лежит На стуле. на земле. А, на земле, хорошо, неправильно понял. Просто Тогда я понимаешь. просто перешагиваю ее Мгм. и иду дальше. Чё здесь? Как видишь. Мы, кажется, разобрались. К слову, бездарная работа, но есть вкус все-таки в каком-то смысле, смотря на стены.
И ты входишь последний. Наверное, первое, за что пытается зацепиться мой мозг, кроме, конечно же, чувства крови и голода, которые испытывают все при виде большого количества крови, это она пытается найти какие-то знаки в том, что сделано, какие-то тайные закономерности, которые, возможно, недоступны обычному глазу. Да, конечно. Брось, пожалуйста, на оккультизм плюс интеллект. Тем временем, Джейн, ты выходишь из своего ступора, переборов зверя внутри себя. Джейн подходит ближе к этой девушке, присаживает на корточки и пытается посмотреть на ее лицо и понять, от чего раны. Которая лежит, ну, к бритве. Да. Да, хорошо. Кажется, на первый взгляд, что ее исполосовали когтями, но ты можешь бросить на медицину плюс интеллект. Более того, очевидно, что на месте ее лица, на месте шеи, там, где было ее ухо, это укусы. Будто кто-то прямо выдирал с мясом все, чтобы... И ты понимаешь, что она обескровлена в определенной мере. Один успех. Это очень глубокие длинные раны, похожи действительно на когти или на ножи, которые сделаны как когти. Но это определенно ладонь. Ты понимаешь, что это вспороли человека вот рукой. Поскольку я знаю ее прозвище, я поднимаю ее руку, смотрю, может быть, у нее что-то было в руках. Ты видишь, что у нее она до силы сжимает бритву. Более того, Два успеха. ты осматриваешь стену, и, во-первых, ты видишь следы кулаков, которые глубоко впечатались в нее. Это, Вероятно, это признак какой-то борьбы. вероятно, признак борьбы, да. А более того, ты видишь, что вот этот вот силуэт, он смутно похож на бабочку. Точнее, на куколку бабочки. Угу. Рисунок. Да, я понимаю. Когда я это понимаю, я на самом деле, что бы я ни делала, я все время держу краем глаза за это. Вроде бы сначала обескровленное. Ну, короче, истекшее кровью тело. Пытаюсь не упускать ее из виду вообще никогда. Вот. Подхожу, наверное, к ней тоже, чтобы смотреть ближе. Либо зверь, либо некий подражатель бритвы сделал это с ней. Другого объяснения я не вижу. Не знаю, я увидела. Помнишь, я рассказывала о том, что она верила в перерождение? Через кровь, боль и страдания. Думаешь, переродилась? Вот мне интересно, рисунок. Когда стоишь издалека, сверху, кажется, он похож, как будто на куколку бабочки. Возможно, нас что-то ждет еще дальше. Нам нужно быть наготове, я считаю. Ну, посмотрим. Джон, ага. Ванесса. Ну, сам по себе рисунок интересный, вот, но ей претит именно издевательство над людьми, и поэтому она возмущена тем, что, во-первых, над телом человека издевались, разорвали и оставили его живым. То есть, и поэтому, если это действительно человек, она хочет проверить. Ты опускаешься на колени, видишь лицо, которое она закрывает ладонью, тонкие следы лезвия бритвы, так по одной щеке ровной сеточкой идут. И ты видишь, как она еле-еле расцепляет глаза, она еле жива. Она смотрит на тебя, она потеряла очень много крови. Чудовище. Кошмар. Ночной кошмар. Ты можешь сказать, что с тобой случилось? Напала. Сначала меня притащила. Это сказала на колени. Становиться на колени. И начала это. Потом кто-то напал. Я не разобрала.
Он был в полосатом свитере, красный с зеленым, какой-то совершенно нелепый. Лицо будто обгоревшее, шляпа. И нож на руке или клинки, или не знаю, что это было. Он буквально рассек ее надвое. В нем было немерено силы, я не понимаю. Это вот эта девушка на тебя напала, она и показывала на тебя. Ты видишь, вот это. как она еле-еле поворачивает свою голову. Ночной кошмар и врубается. Мгм. Ну, типа, она умирает, да? Но если вы не вызовете скорую помощь, вероятно, она умрет. Или не окажете сами медицинскую помощь. Джонатан. Перерождение, значит. И Джонатан берет подбородок бритвы и сворачивает шею. Теперь не переродиться. Мы Мы тут же вроде закончили. хотели с ней поговорить. Она мертва. Это будет правильнее. Либо Ну да. станет вампиром. А Ну, зачем над телом-то издеваться? стала бы вампиром. Обескровленный труп, в неизвестных обстоятельствах. Зачем нам нужно? Лишние конкуренты. Мы здесь закончили? Надо понять, кто это напал на них. Надо осмотреть тело. И... Крови много, если уходил, вероятно, оставил следы. Можем поискать. Пожалуйста. А еще это тело нам его нужно доставить обратно в театр, или нам просто хватит сообщения, а то мало ли знаете, куда оно может деться. Райс обычно фотографировал, когда нужно было доказательства. Неплохая идея. Я достаю свою раскладушечку, пытаюсь сделать фотку как раз со стороны, где у нее была татуировка, и сравниваю, как бы есть у нее она или нет. Да, ты видишь, что куски ее лица отсутствуют, конечно же. Ее просто вырвали с мясом, и там рваная, обескровленная рана. Более того, ты видишь, что никак капли крови там даже нет. По следам рисунков можно понять, куда они ведут? Да, ты можешь бросить расследование плюс интеллект. Это провал. Да, ничего не получается у меня. Ничего. Ты осматриваешь, здесь вроде бы очень много следов должно быть. Здесь оставлено много следов, следы крови. Более того, если вот ты понимаешь, что основная кровь именно от женщины, которая отползла дальше, потому что от бритвы-то осталось немного, что можно было бы разлиться. Предметы какие-то, возможно. Твой взгляд, ты осматриваешь все это, но вот в эти наброски, эта стена отвлекает все твое внимание, ты пытаешься сконцентрироваться, но будто машинально каждый раз возвращаешься к ней. Остальные. Вам тело нужно? Надо его забрать и отдать. Погружу в пикап пока. Окей, надо выбираться отсюда. Меня это начинает раздражать. Там снаружи куча ее банды. Да, Ты теперь это будет понесешь моя банда. тело. Да, И Удачи. ты повезешь потом это тело в открытом пикапе. конечно нет, я накрою. Думаешь, в первый раз? Ну, раз ты уже в этом деле прошаренный, пожалуй, ты пойдешь один. Пожалуйста. Тогда встречаемся в клубе. Не клубе, господи, как это называется? В театр. Ты Да, имеешь в виду? да, в театре. В клубе «Океан». Как знаешь, Через пару часов. Джейн просто встает и выходит из этого места так же, как и пришла, идя по бочкам, и оказывается на улице, где была банда. Ты видишь, что они внимательно смотрят за переулком, ожидая, видимо, свою. Главное. Говорили, развлекалась? Договорилась? Договорилась, да. Развлекалась? Да. Чем Как бритва развлекалась-то? любит? Затащила хозяйку магаза. Наверное, опять заставляла ее делать всякое. Она любит подобные штуки.
Звуки странные. Бочки падали. Но это... Бритва так действует. Обычное дело, да? Конечно, надо же запугать до усрачки, чтобы вжалась и просила о пощаде. А? Боюсь, как вас бы теперь не запугали и просто проходят мимо. Ты видишь, как они свистят тебе в догонку. Я на самом деле Мгм. бросаю последний взгляд, пытаюсь, возможно, каким-то краем глаза уловить еще какие-то детали, которые могут вести меня чуть дальше. Ты можешь бросить на интеллект плюс расследование, если очень хочешь. Это 2 успеха. Ты замечаешь на ржавой пожарной лестнице на перилах повешенную твидовую шляпу. Более того, она будто привлекает к себе внимание. Ты Обычно на поднимаешь... модных вещах, если они сделаны на заказ, делаются бирочки с именем обладателя. Бирочки обладателя нет, но ты видишь год. 1984. Это цифры, которые нарисованы мелом на обратной стороне шляпы. Еще какие-то данные владельца. Ничего, это обычная твидовая шляпа. Единственное, она немножко забрызгана кровью. Я беру и иду тоже дорогой, что и пришла сюда. Плюс-минус. Анесса? Пытаюсь не сильно отставать от Джейн, чтобы меня не побили там, мало ли. Я ухожу тем же путем, ну, как и Джейн, ну, как я и пришла сюда. И возмущена до глубины души, потому что как так можно вообще творить? Она, во-первых, ну, может, в какой-то степени оскорблена, потому что ее манеру, ну, исказили, и философия ее подвергнута, и она решила, что ей надо срочно после этого дела возвращаться в мастерскую, дабы Ты свою духовность... слышишь, как всхлипы затихают в углу, Так, ее уже Улица. убили. в углу улицы. Та женщина, которая была. Вот. Она умерла. И выходишь на улицу. Так, Джон? а ей же голову свернули. Нет, я Нет, свернул голову нет. в бритве. Это, которая лежала негритяночка. Да, я даже не подходил. А я подходила к ней. Да. Да, ты у Ну, нее типа, стояла. я на самом деле... Ты её- видишь, как она затихает? Так я хотела убить тогда, получается. Хорошо, да как я тогда? Я-то думала, Не, я не ту убил. Я убил уже мертвую. Взаимопонимание. Но она просто хотела ее мучения. Ты на Прекратить, последний взгляд оборачиваешься на эту женщину. Да, возвращаюсь и просто, ну, стремительно достаю кинжал и просто перерезаю. Ты видишь, как тонкое лезвие появляется в руке молниеносным движением. Просто Он одобрительно хмыкает, глядя на это. И Я никак не комментирует. обтираю и иду куда ты обтираешь ее одежду, убираешь кинжал и выходишь тем же путем. Джонатан берет бритву этой женщины в руку. Ты видишь, что она смята на самом деле. Вот. Но я беру так, чтобы Вот. лезвие торчало из моей руки. Мгм. И беру за грудки саму женщину. И начинаю спускаться медленно-медленно по этим бочкам, вминая каждую из них под своей ногой. Вы выходите на улицу. Что вы делаете, Ванесса и Эленор? Мне на самом деле, скорее всего, хоть этот район достаточно неблагополучный, скажем так, однако на каком-то отрезке пути наверняка ходит какой-то общественный. Окей, ладно, нет, так нет. На самом деле, тогда я понимаю, что да, как бы уехать отсюда будет сложновато. Я иду на место, где мы оставили машину, Мгм. и смотрю на Джейн. Джейн на самом деле далеко не отходит от этого Мгм. места, она
заходит куда-нибудь за угол из соседних домов и стоит, ожидая представления. Ты идешь к машине, и ты скрываешься или тебя видно со стороны улицы? Ну, я зашла за угол, Ага, ну то есть если не присматриваться, не Окей. видно. Я Ну, не да. подошла к машине. Да, я понял. Ну, значит, я иду просто, Ты смотрю, подходишь что к как бы машине, её байк стоит, машина стоит. Да, я просто облокачиваюсь на байк и жду Хорошо. владельца. Понятно. Я молча выхожу на переулок. Они стоят, да, там? А, видишь, они стоят, ржут, гогот стоит во все это. Я так на секунду остановилась, просто оглядела них, хмыкнула и пошла дальше к машине. И Да, сажусь. окей. Ты находишь там Эленор. Джонатан, Мгм. ты чувствуешь, что эта холодная туша висит очень много. Мгм. Тебе Я ее не нешу на тяжело. руке, я ее тащу за собой. А, окей. Ты слышишь грохот. Грохот все больше разрастается. Мгм. И ты видишь, что взгляды Знаешь, как ожидают тебя. я сделаю так. До того, как выйти на свет, вот к этим людям под ноги вылетает скомканная бритва. Мгм. И спустя пару секунд... Ты э, слышишь, что ржание, вот это вот, оно затихает. И следом за бритвой вылетает тело женщины. Чё, херел, что ли? Послушайте сюда, щенки. Мне трупы здесь не нужны. Слышь, ты чё сделал, слышь? Я достаю револьвер. И нацеливаю ему на ногу. Заткнись и выйди вперед. Раз, два. Я стреляю. Стреляй. Чем мне кинуть? Огнестрел плюс ловкость. Плюс? За револьвер Ну. сам. Да. Сколько? 2. 2. Раз, два. Успехи дублируются, двойные криты. А если это пара, то 4. Да, 4 успеха. Нанеси урон. 4. Хорошо. А, Считай. успехи? Да. 2 успеха. Вы слышите оглушительный выстрел, который доносится даже до парковки. И я перевожу на первого того, кто рыпнется. Со словами «Я Сказал стоять. Ты видишь на самом деле, как только его нога прострелена, ты Мгм. видишь, как он падает с очумевшими вот такими вот глазами. Лишь твое зрение не мертвого позволяет тебе Мгм. хоть что-то увидеть так далеко. И остальные просто в рассыпную начинают бежать. Мгм. Смотря на изуродованное тело и их главаря, Мгм. они не слушают себя, они бегут в ужасе. Твою мать, щенки оказались трусливее, чем я думал. Я подхожу. И ты видишь, как этот зажимает свою рану на ноге, и ты чувствуешь запах крови, который с новой силой бросок на самоконтроль. Мгм. Ударяет тебе в нос. Успех. Один? Да, один. Ты сдерживаешься, но Мгм. ты чувствуешь, что ты на грани. Да, я на самом деле замираю с револьвером. Ярость в твоей груди, она колокочет. И потом рывком убираю его обратно, ставя на предохранитель. Подхожу к нему. Ты видишь, что он зажимает руками свою ногу. Имя. Твое имя. Хуас. Еще раз. Хуас. Джонатан. Как я сказал, мне трупы не нужны. Но вы теперь под моим началом, ясно? Иначе каждого Ты найду. психопат! Тебе вторую ногу прострелить? Ты гребаный псих, Я чувак! достаю револьвер снова. Ты меня понял? Ты сраный убийца! Ты видишь, в его глазах плещется ужас. Мгм. Джейн выходит в этот момент, когда видит просто, что парень... Ты видишь, что он постоянно смотрит на изуродованное тело на самом деле. И это реально, ну, типа... Джейн понимает, что тут какую-то фигню творит Джонатан. Ты тело добыл? Я добыл тело. Они-то тебе зачем? В смысле зачем? Они тебе служить все равно не будут. Посмотрим. Ты так же думаешь? Ты ублюдок, ты что с ней сделал? И ладно бы ты ее просто убил. Я ее просто убил.
Ты видишь, Если- как он дрожащей рукой всей в крови указывает на ее труп? Теперь так называется. Да, так. Что-то не так? Ты видишь, как его тело дрожит, а он сглатывает комок. Сбежали один раз, попытаются сбежать и второй. Ну, сбегут. Город-то маленький теперь. Не Ну, так ли? Будут либо Как тебя бегать, зовут? либо трупами. Хос, Хуас, замечательно. Дай мне свой номер телефона. мои тебя не простят, чувак. Ты не первый, Гребаный психопат. ты не последний номер телефона. Ты видишь, как он смотрит на тебя. Ты можешь бросить, кстати, на запугивание. Манипуляцию плюс запугивание. Окей. Потому что... Извините. Я стараюсь. Чувак, я бы просто бежала на твоем месте. 3 успеха. Ты видишь, как он, зажимая ногу, пытается от тебя убежать. Ты видишь, что он... Полиции тебя сдам, психопат сраный! И начинает, волоча свою ногу, просто с дикими воплями. Помогите, помогите, убивают! Несется, Ну, несется громко сказано. ну, Наверное. пытается. Ты видишь, что он прилагает все свои усилия. Мгм. Я быстрым шагом догоняю его, на самом деле, и вырубаю задней стороной револьвера. Но вас явно слышат. Ну, здесь такое часто. И как минимум слышали явно их до того, как мы пришли. Ну, скажем так, вы наделали дополнительного шума. Трусливая тварь. Как и обычно, ничего нового. Да нет, эти трусливее обычного. Вроде нет. И Ладно, неважно. С такими делами не захочу. Пойдем отсюда. И я снова беру эту женщину. И тащишь ее. А грузовик насколько далеко? Мы ведь проходили через кучу людей. Да. Вот это проблема. Про это я забыл. Более того, ты видишь, что нижние окна домов, Мгм. вот вдали, они так моргнули и погасли. Хорошо, тогда я засовываю в ближайшую бочку и просто поднимаю вместе с бочкой. Хорошо. А мы можем помочь им? Брось, пожалуйста, вы ушли оттуда. Брось, пожалуйста, на силу плюс атлетика. Да. Ну, типа, шли долго. Это 1 успех. Ты с трудом. Буквально Мгм. иногда волоча ее по земле. Я прикрыв крышку, Ну, конечно же. Конечно. ты бочку по всему городу потащишь. А До пикапа дотащил. ты видишь, что на самом деле тело огромное, как я тебе Мгм. описывал, она туда целиком не убралась. Мгм. В смысле не убралась? Она 2 метра. А бочки это небольшие Да, такие. Ну, я понял, они вот, типа, вот такие вот. Ну, тогда, типа, Ну тогда, в естественно, согнутом состоянии. Ну, ты... я ее Всё, сложил, сложил, да. утрамбовал как бы и закрыл. И там у кафе будешь перекладывать. Да нет, в бочке довезем. У тебя есть другие идеи? Замечательно. Я бы просто оставила. Фотографии у нас есть доказательства. Да, точно, забыл совсем. И я засовываю на самом деле эту бочку среди других. Окей. Идем отсюда. Вы выходите снова в толпу людей. Мгм. Где-то на задворках ревет сирены полиции. И я, прежде чем уходить, я посмотрел Джонатан весь в крови, к слову. какой. Ты поднимал ее с лужи крови, клал на плечо. Она же без крови была. Она лежала в луже крови. Ага, окей. Ладно, хорошо. Прежде чем уходить, я еще осмотрел вырубленного человека Мгм. и нашел его данные паспортные. Ну, то есть... У него нет паспорт, паспорта. карточка. Вообще ничего. Никаких документов. Окей, хорошо, я понял. Ты понимаешь, что он выглядит похожим на мигранта. Угу. Ладно, все. И ты нашел какие-то замусоленные на непонятном тебе языке документы, если это можно так назвать. Но ты ни черта в них не разобрал, потому что это какие-то закорючки для тебя. Окей, я понял. Мексиканского ты не знаешь. Да, хорошо. Тогда я его оставил. Ну, Мгм. Там.
Ну, оттащил куда-нибудь в окей. тень, Хорошо. чтобы не так светился. Где-то через... к слову, вы видите, что Джонатана люди теперь замечают и стараются держаться от тебя подальше. Мгм. Как только я увидел первые подозрительные такие взгляды, я скинул куртку и намотал ее на рукав. Мгм. Спустя где-то полчаса они приходят к машинам. Почему так долго? Да так, разбирался с некоторыми проблемами. Не разобрался, опережая твой вопрос. Едем уже обратно в театр, Надо нужно сдать торопиться. задание. И... Мне кажется, мы и так уже много внимания привлекли. Да, хорошо. Поехали. Я Веди. осматриваю его внешний вид, насколько он выглядит сейчас подозрительно. Джонатан, напиши себе. Хорошо, у меня на самом деле, ну как я себе это представляю, обувь в крови немножко. Мгм. Вот. И по большому счету все, потому что куртка обмотана, и я все-таки не... Вся куртка, ну да, вся куртка у него намотана на руку, сапоги в крови. Немножко. Если ты своей Подошел. курткой вытрешь свои сапоги и выкинешь ее подальше, то, возможно, тебя даже никто не заметит. Что ты сейчас, не знаю, что ты там делал. Да ничего, тащил ее. Ну вот, в том, что ты затащил Тащил её. ее, засунул в мусорку, пытался катить, вырубил мужика, а так ничего серьезного. Ладно, ладно, это была плохая идея, я согласен. Какого еще мужика? Решил себе банду организовать. В общем, лучше послушай советы, и нам не стоит нарваться сейчас на неприятности, думаю. Да, я не собирался. Поехали уже. И я на самом деле закидываю куртку под сиденье, снимаю сапоги и еду так, Куда? в сторону театра. Жень садится на байк, просто вот так кладет руки вперед, опускает голову на руки, думает о том, с кем связалась, А начало было таким многообещающим. очень медленно заводит байк и догоняет уехавший пикап. Ты видишь, что куда-то мимо вас, мимо вот этой забегаловки, проезжает отряд полиции, который теряется в задворках. Вы едете. Скоро шумные улицы, наполненные грязными минивэнами и открытыми машинами, сменяется на яркий центр. Новый Орлеан — это город контрастов. Как только вы переезжаете через мост к небольшой речушке, сначала вас встречает богатый район, заполненный коттеджами. Затем и французский квартал. Бурбон-стрит представляет перед собой во всей красе. Тебя начинает потихоньку клонить в сон, ты чувствуешь все больше силы, возрастающий голод внутри. Вы подъезжаете к театру «Океан». Когда мы подъезжаем к театру, я слезаю с байка, подхожу к пикапу, который подъезжает чуть позже, подхожу к двери водителя, жду, пока откроется дверь. А я не открываю дверь, я открываю окно. Я, наверное, тут подожду. Я вот так кладу руки и залезаю туда. Помнишь, сколько в банде было? 7. Человек. Вот кто-то из них нас сдал. Ну, не нас, а позвонил в полицию, сказали, что там случилось. Вероятно, нас будут искать. Вероятно. Ну, просто сказал. Зачем ты это сделал? Потом поговорю. Вы, кажется, хотели задание сдать. А еще мне кажется, что тебе стоит пойти с нами. Помнишь, наш дорогой друг по имени Арла любит дружбу, взаимопонимание и командную работу. Да. Я бы с удовольствием пошел с вами, но мне банально нечего надеть. А кто нести будет? Кого? А кого ты нес? Никого. А что у тебя где-нибудь в загашнике нет лишней пары ботинок? Загашники есть, но загашник дома. Ну, не знаю, надень эти, здесь тебя, думаю, никто не... Если ты Вытри их пройдешь, чем-нибудь.
У тебя Ладно, окей. руки вроде бы не отсохли. Я на самом деле достаю какую-нибудь тряпку. Ты достаешь, Да, достаешь из вот, бодрадочек который обычно протираешь двигатель, Мгм. вытираешь ботинки. Ну да, хорошо, и иду внутрь. А это ты хочешь тут оставить в машине? Что? Я не брал труп. Окей, ладно. Говорит тебе Джон, ты была уверена, что вы ехали по городу с трупом в багажнике, и тебе было очень страшно. Как так? И зачем мы сюда приехали вообще? Сдать задание, наверное. И как мы его сдадим? У нас А, задание надо было У нас принести. фотографии. Да, спасибо, Но Жень, что... не знаю, сработает ли это. В договоре написано тело. Мы скажем, где она находится. Не было договора. Ездит сам, посмотрит. Ладно, пойдемте. Но объясняться будешь сам. Да без проблем. И я иду вперед на самом деле. Ты подходишь, видишь рядом с той девчонкой, которой ты запугал, стоит консьерж. И ты видишь, как она вытягивается в струнку, а он совершенно спокойно на тебя смотрит. Я смотрю на него также. Еще раз доброй ночи. Что? Я охрану проверяю. Меня этот ждет. Как его? Не обращайте внимания. А ты, девочка, не бойся у них. Господин Лурье. Не имею ни малейшего представления, кто это такой. Господин. Госпожа Ванесса, вы уверены, что можете поручиться за этого человека, который проник сегодня в театр? А что вам говорят ваше начальство насчет этого человека? Ничего, в Вашу моем- версию. Я еще не успел к нему обратиться. Ну, раз он сегодня заходил сюда и вышел, а театр все еще цел, значит, возможно, его можно пустить. Разве не так? А с чего вы решили, что он ворвался так? Да. Он девушку показывает? Да, ты видишь, как он многозначительным таким взглядом показывает на девушку. Девочка, не бойся его. Он так с виду просто такой. Ты видишь, как она кивает мелко? И не пугай, пожалуйста, сотрудников. Ты никого я не пугал. Если это с вами, госпожа Ванесса, советую вам поменять компанию. И ты видишь, как он чопорно так открывает дверь. Увы, меня заставили. Вы входите внутрь, снова слышите музыку, которая льется. На этот раз это очень медленная, проникающая в вашу голову музыка, которая нагнетает. Вы прокручиваете в голове события. Джейн, поставь себе, пожалуйста, пятно. Я подумаю. Окей. Вы поднимаетесь вверх. Тяжелые аккорды будто разносятся каждым шагом, когда вы восходите по этой деревянной лестнице, и этот скрип разносится везде. Вы подходите к залу, к авансцене. Слышите где-то внизу хлопки. И видите луч света, выбивающийся из двери. Идем? Да, мы за этим вроде сюда и пришли. И Джонатан решительно, сделав несколько шагов вперед, открывает рукой дверь. Ты видишь все тоже молодого человека в свитере, который сидит за ноутбуком и что-то печатает, вглядываясь в монитор. О, вы уже пришли? Я надеюсь, а где госпожа Бритва? В бочке. Мы нашли ее мертвой. Нашли. Нашли. Ее кто-то убил. Я достаю телефон, показываю фото. Ты видишь, что его лицо меняется.
как только он выйдет. Узнаете почерк? Тихо. Тихо, не надо так нервничать. Ты видишь, как вниз с его лица начинает течь слеза. Кроваво-красная слеза. Да, нам всем тоже очень-очень жалко. Хотя бы убрали труп. Да. В бочку. Там оставили, среди других бочек. Не думаю, что его быстро найдут, он был обескровлен. Что? Он был обескровлен. Я его засунул в бочку, положил среди других бочек. Какое-то время у нас есть, если его нужно забрать. Ты видишь, как его лицо изменяется, его глаза вцепляются прямо в тебя. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Вас хоть кто-нибудь видел? Да. Милостивый идиот! Что ты натворил? Что? Это ты сделал? Нет. Бросай на харизму плюс убеждение. Харизма плюс убеждение. Харизма. Ну, ты же его не обманываешь. Нет. Да. Это успех. 1. Если это тело найдут, вы представляете? Вы представляете, как это нарушит маскарад? Это сделали не мы. Кто, по-вашему, это мог сделать? Слушай, Вы было слышите, как его голос начинает разноситься по этому залу? Было 3 варианта. Оставить ее там, спрятать, либо нести через толпу. Вы могли хотя бы... Его голос будто твердые такие клинки начинают звучать. Хотя бы спрятать его по-нормальному и не привлекать к себе внимания. Кто вас видел? И сколько человек? Ее банда. 7. Скажите мне, что вы их убили. Ну, вроде как они сразу сбежали. Я думаю, вашей целью надо будет найти этого человека или это существо, что это сделало. Этим займетесь вы или я лично сделаю так, чтобы каждый из вас не просто покинул этот город. Нет. Милый Джонатан, Ну зачем же так злиться? я Агрессия еще никому не делала добра. попросил вас, чтобы вы сохранили единственное правило. Было всего 3 условия. 3. Мы ее не убивали. Мы ничего не делали с ее телом. Вы нарушили маскарад. Мы Как вы нарушили думаете? маскарад. То, что не ты это сделал, не значит, что к тебе это не привлечет внимания, дорогой. Эти люди видели, как мы туда заходили. Да, а вернулись вы Что вернулись мы? с чем? С чем? Я ему не говорил. Ну, ты видишь, как он... Что с чем? Я тебе сказал, что было. Не ты ли мне сказал не убивать людей? Не ты ли хотел сохранить мир в этом городе? Двуличное это создание. И теперь ты Да вменяешь это как мне в ты вину? посмеешь? Что посмею? Что? Ты видишь, что все это время он держит что-то у себя. Я просил, чтобы вы разобрались с проблемой. Ну, Вы их только усложнили. мы их только усложнили. А если бы пошел туда лично ты, что бы ты сделал на нашем месте? Перебил бы 7 этих человек? Спрятал бы труп среди жилого района? Где? Я бы хотя бы его вывез. Куда? На Моего чем? ума хватило бы, чтобы спрятать тело. Где? Еще раз я тебя спрашиваю. Приехать туда на грузовике? Что?
Мы сделали все, что смогли. Я повторяю. Либо вы находите мне этого убийцу, и мне плевать, как вы это сделаете. Либо я выкину вас всех. А как же наш уговор? Я все сказал. Выметайтесь. Значит, и следующий тоже будет также нарушен. Да, я же Я говорил, не нас сделали нарушал шестерками. свой договор. И Я слово попросил, чтобы «ложь» вы не нарушали ничего маскарад. не значит. Ну, правильно скидывать ответственность на маскарад нас. Вы хоть знаете, что с вами сделает князь, если узнает? Так, а кто нас на эту работу принял? Я подумал, что вы будете достаточно щепетильны и достаточно компетентны в том, чтобы договориться с человеком. Нам С очень мертвым бы хотелось человеком. договориться, но да, ты прав. Было не с кем. Пойдемте, ладно, найдем этот труп и постараемся навсегда распрощаться с этим господином Арье, Бурье, господи. Может, вы хотя бы потрудитесь рассказать нам Арье. возможные признаки этого убийцы? Возможно, вы его Ты видишь, встречали. как он Такое ощущение, отпускает, что он не первый раз. И начинает просто содрогаться. Я думаю, он уже ничего не скажет. Я извиняюсь. Ах. Вы хоть понимаете, какая это катастрофа? Если князь узнает об этом. Если никто не скажет об этом князю, князь не узнает. Да, я постараюсь заметить это дело. Я приложу все свои усилия. Я верю вам, господа и дамы. Правда, верю. Ты видишь, что его лицо дергается, это кровавая капля все еще стекает вниз. Верить в таких созданий, как мы, дорогой наш сородич, иногда бывает очень опрометчиво. Это ничего не меняет. Знаете? Мой господин говорит мне, что все нужно решать справедливо, но силой. Если есть несправедливость, то пресекать ее на корню. Я не совсем согласен с ним. Реформы, сотрудничество. По счет нашего уговора я дам вам неделю, как и обещал. И 3 дня. Будто вы выполнили мое задание. Но вы должны найти убийцу. Если есть у вас хоть капля человечности, если вы хотя бы осознаете, что вы сделали сегодня вечером, я прошу вас, господа и дамы, это сделать. Не для себя, не для князя, для жителей этого города. Если это сделали с Гулем, это чудовище, которое... Ты видишь, что он с комком в горле. Недостойно, к сожалению, жить. Это первый такой случай. Еще обескровленные тела. После урагана их находят постоянно. Так, почему? Поэтому и было решение выгнать сначала всех каэтифов, а потом взяться за младших. Потому что трупы постоянно и везде. Их слишком много, и слишком много привлекается внимание к нашим И сородичам. все такие исполосованные. Я посмотрю и попытаюсь проверить. Но сложно найти что-то. Их слишком много. Особенно после этого кошмара. Так, пожалуйста, разберитесь. Мы с нашей стороны сделаем то, что можем. Да, учитывая, что неприязнь к этому существу у меня тоже личная есть. Но хотелось бы узнать, хотя бы помощь какую-то от вас получать, потому что нас не так Я много. смогу, попытаюсь помочь вам всем, чем смогу. Я уже помог вам, чем всем могу. Было бы очень мило, думаю, мы вернемся завтра. Ты видишь, что А его сейчас руки дрожат. уже близится к рассвету, вероятно. Пора спать. Да. Да, вы как хотите, я ухожу. До скорой встречи. Если вы знаете, где меня найти. Да, по этому поводу. Как сюда попасть-то, в общем-то? Через задний ход. Он никем не охраняется. Ладно,
Без А, проблем. главный, ну, вы знаете. Пойдемте. Доброго дня. Ты видишь, как он поднимает свое лицо, провожая тебя тяжелым взглядом. Его лицо все еще дрожит. Я без доли юмора это говорю и разворачиваюсь, ухожу. Где встретимся завтра? Предлагаю здесь же. Предлагаю вообще поменяться телефонами. А. Да, хорошо. 20 век, 21 век все-таки. Отлично. Самый ранний час, вероятно. Да, после пробуждения. Договоримся на... Во сколько сейчас темнеет? 10. Самый ранний час. Договоримся на 11, надо еще добраться. Да, давайте. Превосходно. Доброго дня, дамы. Вы покидаете театр «Океан». Куда вы направляетесь? К себе в мастерскую. Джейн? Джейн едет в затопленный район, в свое убежище. Элинор? Видит. Подожди. Я с каждого спрошу. Элинор. Селина подходит к Джонатану. А не подкинешь? Да без проблем. Мне вон к кладбищу. Поехали. Я завожу пикап и трогаюсь. Видит Сэма. Угу. Все упаковал. Угу. Пока держи. Мы уезжаем? Нет. Пока нет. Или, может быть, вообще нет. Но ночка не из легких. Про бритву слышал что-нибудь? Выборок какая-то. Вот теперь нет. Что, ее грохнуло, что ли? Да, без понятия. Тело обескровили. Слышал что-нибудь? Ты видишь, как он? Серьезно? Ты? Нет. А, нет, ничего не слышал. Но я могу спросить наших. Узнай, пожалуйста. Случаи, метки, следы. Хоть какая-то зацепка есть? Тело как будто бритвой или когтями Клёво. сполосовано. Сама рада. Очень. Просто херень. Ладно, я поищу что-нибудь. Кстати, этот пришел, если он тебе нужен. Довольно как. Пусть займется чем-нибудь. Окей. И? И, вероятно, отправляется спать, проводить день Хорошо. в глубоком сне. Ванесса, Ванесса приходит к себе в мастерскую. ты чувствуешь, что в тебе клокочет что-то? Ненависть. Ее душевное равновесие вообще потревожили за долгое время. Ее так давно не колбасило, поэтому она, дабы успокоить себя, достает новый холст, мольберт и начинает писать, но не может забыть вот это вот изображение куколки и решила попытаться снова проанализировать так вот в памяти этот момент, зарисовать его. Вот. Ничего больше ей в голову, к ней не приходит. Мгм. Мгм. Сначала было бы. Да, мы едем на пикапе. Какое-то время, наверное, молча. Ну да. И потом Джонатан говорит: Элеонор, у меня к тебе просьба. Позвони Тони. Зачем? Я хочу с ним переговорить, но, возможно, мою трубку он уже не возьмет. Этой ночью я его уже будил несколько раз. Что-то мне подсказывает, что на твой вызов он ответит. Я звоню Тони, пока мы едем. и я беру Сейчас, телефон. подожди, я, Хорошо, хорошо. пожалуй, с ним поздороваюсь. О, всего 4 часа ночи. Привет, красавчик. О, привет, милая. Так мы сходим на свидание? Знаешь, у тебя сейчас будет незабываемый разговор. Фак.
Только не сломай мне, пожалуйста, телефон, там фотки. Да, я постараюсь. Тони! О, чувак, 4 часа ночи. Тони, в этот раз вопрос жизни и смерти. Да ты везде каждый раз закон... Фу, вопрос жизни и смерти. Че у тебя опять случилось? Не, в этот раз всё 4 серьезно. часа ночи, мать твою. Чувак, у тебя есть шанс мне действительно помочь. Ты- Да, я не шучу. Ай, давай. Короче, слушай. Одну бабу прикончили. Ну, клево. Ее же банда. Хрена. Да, был раздел. Власти они чуть не поделили. Усек? Оу. Оу. А я тебя познакомлю с кем-то незабываемым. То есть, я тебя правильно понимаю, что тебе нужно то самое? Мне нужно, чтобы... Да, я понял. Да, отлично. Окей, чувак. Сделаешь? Фак. Постарайся. Сложно. Там шума много? Только члены банды. Ну, тогда проблем не должно быть. Да, отлично, рассчитываю на тебя. Окей, чувак. Давай, дружище. Ты слышишь? Меня это не сильно удивляет. Что ж, благодарю. Да. Ладно, была длинная ночь. Да, думаю, теперь мы пора направимся отдохнуть. немножечко. Отдохнуть. Да, встреч. Бывай. И я, наверное, когда ты выходишь, еще раз закрываю дверь поплотнее, чтобы она так сильно не отваливалась. И еду на этом пердящем пикапе в сторону дома. Алина. На самом деле я захожу домой, кладу на стол эту шляпу, которую я нашла в той переулке. Очень долго пытаюсь ее изучить, найти, может быть, какие-то маленькие детали. Я могла не найти. Вот. И думая о том, что Ты... Угу. Думаю. надо найти кого-нибудь, кто сможет проверить, может, какую-то информацию нет в интернете, или стоит съездить в этот магазин. Вероятно, там есть какие-то опознавательные знаки. С этими мыслями она... Ты можешь бросить на интеллект Я, конечно, могу. плюс проницательность, если хочешь. Давай, хочу. На самом деле образ этой шляпы, образ, который Возможно, он мне вы кого-то слышали напоминает. от той женщины, которая была. Один успех. Что-то знакомое. Ты вспоминаешь полосатый свитер, ридовая шляпа, руки-ножи. Попахивает Фредди Крюгером. Я такая призадумываюсь. Какие-то городские легенды. Опять кто-то пытается выдать себя за кого-то другого. Какая же это наглая ложь. Возможно, вскоре я это смогу раскрыть. С этими мыслями я отхожу ко сну. Я еду на этом пердящем пикапе, как я и сказал. И когда я приезжаю, уже поднимаюсь к себе в номер, тщательно проверяю револьвер, прочищаю его от дула, от пороха, Ты видишь, что одной пули не от хватает. гари. Да, загружаю новую пулю, ставлю на предохранитель, вешаю на вешалку. И звоню Райсу. Хей, босс. Здорово, Райс. Слушай, кажется, я все-таки остаюсь в городе, Клево? но здесь какое-то дерьмо творится, пока прекращаем все наши дела. Что, совсем, а мы хотели на лед. Устроим, Там ювелирный магаз клевый. Мы такое колье нашли охерительное. устроим позже. Сейчас у меня к вам просьба будет личная. Что надо? В студенческом городке 12-й дом. Чтобы 2 парня как минимум постоянно там дежурили. Окей. Любые проблемы сразу мне звонить, день, ночь, неважно. Окей. Нам палатку там разбить? Нет, один смотрит за входом, второй смотрит за первым. Ясно? Окей, чувак. А что случилось? Аккуратно. Потом расскажу. Как скажешь, босс? Давай, до встречи. Чао. Я вешаю трубку, сажусь на эту скрипучую кровать, зашториваю окна, плотно, конечно же, и вырубаюсь. Ваша сегодняшняя ночь закончена. Наступает рассвет,
И сначала Джонатан, а потом все остальные сбываются сном. Что же ждет вас в следующую ночь? Мы узнаем в следующую субботу. Всем спасибо за игру, дорогие сородичи. Спасибо, что оставались с нами и дарили нам свое тепло. Ведь нам, существам ночи, его так не хватает и не достает. Мы любим вас. Спасибо, ребят. Пока-пока. Запись Ну, этого видео, как и всех других, вы можете найти на нашем YouTube-канале. Все новости о наших играх вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Всем спасибо. Доброй ночи.